За полгода полностью обанкротили этот бар. Поставщики начали его прессовать, Эдик начал прессовать нас. Вляпались. Я пошел в торговый зал продавать холодильники. На самом деле нужно быть просто внимательным, потому что жизнь сама тебя подталкивает. Мне все время в интернете попадались статьи о том, что рынок винила растет, виниловые пластинки продаются. Начал находить себе таких музыкантов, которые не будут от меня убегать. Я нашел их в лицах синтезаторов, да. Я понимаю, что, ну, то есть, как бы не все то классно, что сложно. Коллекционировать меня это как-то задело, так, знаешь, типа, я что, коллекционер, что ли? То я сейчас сыграю. В курсе на втором я понял, что учиться тоже не прикольно, думаю, буду психиатром. Если я сказал нет, это нет, меня нельзя уговорить. Сейчас интересно жить красотой. Какая у тебя специальность? Экономическая кибернетика. Культура звука. Я думаю, блин, вот это да, меня прострелило. Рассылала реквесты на все космические почты, типа, нужно что-то другое, приди что-нибудь. А помнишь этого чувака? Он открывает магазин пластинок у нас на первом этаже в доме. До сих пор мне кажется, что лучше всего у меня получается в жизни. От слов пич, фейдер падала в обморок. То есть что говорят все эти люди? В чем суть вообще? Что они там крутят? Деньги немножко уходят на второй план. То есть когда общий этот вайб, что-то сделать, создать. В среде творческих людей, которые летают в облаках, да, или в музыке, или в каких-то проектах, нужно немножко все это структурировать, упорядочить. И я жуткий задрот. Для меня важно приходить каждое утро просыпаться и радоваться, что я иду на работу. Идея как раз в том, чтобы каждый мог чувствовать себя, кем он хочет. Когда ты сам не принимаешь в себе что-то, соответственно, сложно принять это же в ком-то другом. Всем привет, это Настя, и что ж, это последний выпуск True Talk в этом сезоне. Сегодня мы находимся в Харькове, но прежде чем мы начнем, я хотела бы сказать большое спасибо Valentine's за второй сезон, за то, что мы это сделали, и я надеюсь, что это не последний сезон вместе с ними и вместе с вами, конечно же. Не забывайте следить за подсказками пластинок, я их еще не все разыграла, но обязательно сделаю это сразу же после этого выпуска. Мы находимся в Харькове, как я сказала, это культура звука, и сегодня я беру интервью у основателя этой формации. Валентин Боболев, он же известный как Боб Валентинов. Кстати, очень интересно, как ты перевернул. Привет, Настя. Привет. Расскажи, как произошла эта... Ой, слушай, спасибо вначале тебе, что ты приехала к нам из Киева, прям очень приятно. Вот, по поводу никнейма, Да. я, кстати, его думаю поменять. Вот, а вообще меня называют Боб, друзья, и поэтому я думал, что сделать с этим никнеймом, потому что просто Боб, слишком много Бобов в мире. Вот, и так как я Валентин, я сделал инверсию фамилии, имени, Валентин Боболев, Боб Валентинов. Слушай, мне кажется, что это прикольно. А почему ты хочешь это поменять? Не знаю, мне кажется, что это как-то сложновато, и уже я просто только экспериментировал с музыкой под этим никнеймом, и как-то, хочется, может быть, чего-то нового. Ну, нового только из-за имени, или ты хочешь и музыку другую? И музыка у меня поменялась, с момента, как я начал вообще заниматься диджеингом, это 3 года назад. У меня сменилось там музыкальные предпочтения. Да, я начинал с дип-хауса, потом прогрессив, потом электро, а сейчас что-то больше хаусовое, трансовое. Вот, и это еще так, это пока мысли. Я не придумал новый никнейм, который бы был близок к моему сердцу. Да. Я тебе скажу, я играю уже 15 лет, и столько раз я поменяла стиль, но имя я поменяла вынужденно. У тебя имя бренд. Я надеюсь, что твое имя, которое ты придумаешь, тоже станет брендом, и ты будешь доволен. А я бы сейчас хотела бы вернуться к самому началу. Мне бы хотелось понять, что тебя сформировало, и как проследить весь этот путь твоей эволюции и до того момента, как до сейчас. Да, давай определимся со стартовой точкой, откуда мы будем копать. Да. Ты же родился в Харькове? С детства. Нет, я родился не в Харькове, я родился в Смеле. Это маленький город в Черкасской области. Там в Смеле большой был завод какого-то военного назначения, он там градообразующий. И
мои родители, они после университета переехали туда по какому-то распределению, знаешь, как в Советском Союзе было. А родители у меня с Дальнего Востока России. Ого. Вот, они учились в Томске, потом переехали в Украину и там остались, сейчас живут в Черкасах. Вот, а я родился в Смеле, жил там, по-моему, до 3 или 4 лет и переехал в Черкассы, это под Киевом областной центр. Вот, и в Черкасах я закончил школу и переехал в Харьков, когда мне было 17. Хорошо, подожди, несколько вопросов по ходу. Ты один в семье? Нет, у меня есть брат старший, Старший. да, на 9 лет. Он интересуется музыкой, знает кто-то? Слушай, ну, наверное, вообще первое мое соприкосновение с музыкой было от брата. У него была куча кассет, он слушал музыку. А сейчас, ну, он не сильно в музыкальной теме, но музыкой всегда интересовался. Ну, вот, и первые мои музыкальные там вкусы были сформированы, в общем, на той музыке, которую слушал брат, ну, от него, в общем. У меня то же самое было, поэтому я тебя прекрасно Да, понимаю. это был типа какой-то рок, русский, заграничный, ближе к металлу, вот, ну, такая музыка тяжелая, вот, но как бы с этого все началось вообще, ну, Твой интерес к музыке. да, ну и у родителей, у меня у папы был виниловый проигрыватель, куча пластинок, вот, ну, там они были фирмы «Мелодия», и это в основном были какие-то либо французский шансон, там Высоцкий, вот такие штуки, ну, вот. Ну, там потом от брата появились какие-то пластинки, Deep Purple, кино. Короче, с пластинками ты с детства дружишь. Ну да, ну я в детстве как бы дружил, потом у меня был период, когда я вообще там особо с музыкой не соприкасался, больше внимания уделял работе и времени. Вот, а потом как бы все равно как бы вернулся к этому, да. А какую музыку, вот, подожди, а какую музыку ты слушал в детстве, ну, не считая того, что слушал папа и брат, Да. твои предпочтения? И мне интересно, где ты впервые услышал электронную музыку, и вот что ты помнишь об этом? Мгм. Ну, мои уже собственные вкусы музыкальные сформировались там чуть позже, и это были, ну, наверное, основа была это там Егор Летов, «Гражданская оборона», «Аквариум», «Наутилус», ну, это вот русский какой-то панк, рок, Sex Pistols мне нравился, Нирвана, вот это все, что в школе было. А с электронной музыкой я, наверное, соприкоснулся уже в 27 на Казантипе. Серьезно? Да. Ого, вот это поздно. Ну, как поздно. Да. 27 это уже, Мгм. да, что-то сформировавшееся, ну, конечно же, и вкусы. и Да, я не то чтобы там с детства увлекался электронной музыкой. Я вот в 2006 году я попал первый раз на Казантип, а понял его только в 2007 году, потому что в 2006 вообще ничего не понял. Просто потусовался, было прикольно, интересно, но... Ну, это было первый раз, когда ты вот реально попал в среду, где только электронная музыка Да, звучала, да, собственно. да. Ну, ты туда поехал, потому что Казантип, Поехал, потому что друзья пригласили в да, 2006-м. Ну, я ничего вообще не знал, это было не то, что я там сам накопал, что это друзья поехали и такие, о, погнали на Казантип. Я поехал с ними, там тусовались, но там, мы приезжали на выходные в 2006-м, и так ничего особо я там ну, не прочувствовал что-то особенного. Вот. А на следующий год уже мы поехали на пару недель, и тогда я уже вот, ну, проникся атмосферой, проникся вот, людьми, музыкой, вот, и немного ну, понял, в чем прикол. скажи, а мне интересно, у тебя есть музыкальное образование? М-м. А вот, ну вот мне интересно вот поговорить о твоем образовании еще, это тоже важно. Что в школе ты когда вот учился, вот чем ты занимался, чем ты увлекался? Слушай, ну я на гитаре умею играть, и в школе у меня была компания, которые все были так или иначе там, к музыке как-то причастны, или в группах каких-то играли, но все играли на гитаре, мы тусовались, вот. Что с образованием? Ну, я всегда увлекался компами, я очень хорошо в школе разбирался ну, и в архитектуре, и в железе, и в софте. Вот, у меня компьютер был наверное, 3-го или со 2-го класса, мне родители купили. Вот, и я всегда этим увлекался, выписывал журналы компьютерные и поступил, в общем, на программиста. Ну,
У меня специальность называлась «Специализированные компьютерные системы и сети». Вот. Где В Харьков учился? я поступил, в ХАИ. То есть ты приехал сюда учиться? После Да, школы, закончил я- школу, переехал Я сюда, последние чтобы 2 поступить? года школы ходил уже у нас был филиал ХАИ в Черкасах, в соседней школе. И можно было туда ходить 2 года, как на подготовительные курсы, и потом поступить без экзаменов. Ну, точнее, не без экзаменов, сдать экзамены на базе этой подготовительной школы. И я отходил туда 2 года, сдал экзамены и поступил вот в Харьков, потому что у меня брат поступил в Харьков и учился в Харькове, и мне всегда очень хотелось, во-первых, побыстрее уехать и начать самостоятельную жизнь, а во-вторых, хотелось как бы в Харьков, потому что, наверное, потому что я уже там был в гостях у брата, и мне нравился этот город, как бы, и вероятно, что как, тянет всегда к чему, меня, по крайней мере, к чему-то более там понятному. Знакомому, Вот, да. И, я понимаю, что экспериментировать это хорошо, как бы, но все равно, типа, это дается мне через понимание, что надо. Я поняла. Но у меня тоже самая ситуация была с Донецком. Да. У меня 2 сестры, они уехали в Донецк, я Мгм. за ними следом. Мгм. Ну, я не жалею, конечно. Я думаю, что ты тоже. Я тоже. Харьков я люблю, и мне нравится город. В каком году ты приехал в Харьков, получается? Я в 99-м закончил школу, да, и с сентября уже вот был в Харькове, начал учиться. Такой опередительный вопрос. У тебя Мгм. одно образование? Да. Хорошо. А расскажи про свои студенческие годы. Что было интересного? Слушай, я так не стал программистом. Вот, я, я не стал программистом и учился я там первый год как-то еще более-менее регулярно, а потом я утратил энтузиазм. Вот, мне не сильно заходила там программа образовательная, и она была устаревшая, и мне кажется, что вообще образование в Украине, по крайней мере, в то время было супер отставшим. Не актуальное Да. какое-то. И поэтому я там довольно быстро разочаровался, и у меня появились друзья из моей группы. У меня был друг Женя, и мы с Женей много общались, тусовались и решили открыть бар. А как вы тусовались? Подожди. Где вы? Куда ходили? Это были студенческие какие-то тусовки в общагах. Вот. Я уже не сильно припомню, ничего особенного. По клубам не ходили? По клубам не ходили, нет. Я тогда по клубам не ходил, я даже не знал, какие клубы есть. Вот. А почему бар? Почему бар? Мы проводили там часто время, и на тот момент владелец бара, у него возникли какие-то жизненные обстоятельства, что понадобились деньги, он продавал бар за $1000. Вот, точнее, он не продавал, а уступал право аренды и заниматься им. Вот, и Женя меня, по-моему, это была его большая инициатива, предложил заняться совместно, мы скинулись по $500. Я попросил у папы, он мне занял деньги. Вот, на тот момент это были большая сумма, да. И спасибо папе за то, что он дал мне вообще такой опыт, да. И мы перекупили право этой аренды и стали заниматься баром. Но недолго. Мы, наверное, за полгода или там, может быть, чуть больше полностью обанкротили этот бар, потому что не умели вести учет и бизнес. Но, по крайней мере, это был как раз-таки первый опыт того, что надо, несмотря на то, какая бы деятельность ни была, заниматься хорошо ведением там финансов, финансового учета, какие-то правила устраивать. Профессионально. То есть да, потому что мы тогда, за полгода его обанкротили, сейчас остались должны поставщикам, а поставщики, у них все договора были на предыдущего владельца, а владелец был классный парень. Я вот после этого
инцидента, после этого опыта с баром с ним не виделся и не общался. Вот. Но, в общем, все договора были на Эдика, Эдик был армянином, и поставщики начали его прессовать, чтобы он закрывал эти вопросы. Эдик начал прессовать нас. Капец. Да, в общем, ситуация была... Вляпались. Ну, такая неприятная. То есть можно сказать, что это был первый кризис, первое твое Да. столкновение с таким... Да. То есть, ну, и надо было выруливать как-то. Вот, Эдик еще дружил там с какими-то бандитами районными, и они были нашими, в общем-то, приятелями, но потом, когда ситуация как бы приобрела вот такой ход, да, они начали тоже нас прессовать, чтобы мы возвращали бабки. Бабок у нас там не особо было. Как вы выкрутились? Выкрутились. У моего брата был одноклассник, у одноклассника была сестра, у сестры был муж. Как в песне у Noise MC, друг подруги тёлки брата. В общем, его зовут Андрей, и это человек, который, наверное, очень много дал мне в моей жизни, вложил в меня сил, знаний и помог вот на этом этапе. Вот, Андрей в то время пошел на работу, у нас была такая компания Target в Харькове, очень крупная в то время, большая торговая, у них супермаркеты были, они открыли там супермаркет электроники, вот, и он там был прям топ-менеджером, и я к нему обратился за помощью, сказал, Андрей, помоги, меня прессуют бандиты, и, бандиты, они не бандиты, они просто как бы решали ситуацию, помочь Эдику и разобраться с такими оболтусами, как мы, которые потратили чужие бабки. И тогда Андрей, я не помню уже точно, но разрулил эту ситуацию, там как-то попросил там охрану, что ли, Короче, из этого. выручил. Да, и, по-моему, даже денег мне занял, и, кроме того, сказал, что, да, прекращай херней заниматься, приходи лучше на работу. Вот, мы там открыли супермаркет, и есть вакансии. Ну, и я сразу пошел к ним на собеседование, и это был второй курс моего университета, и меня взяли работать продавцом в торговый зал бытовой техники. Там были стиральные машины, холодильники. Дали мне синюю жилетку с надписью Target, и я пошел в торговый зал продавать холодильники. Долго И проработал? я в Таргете проработал 8 лет. Ты серьезно? Да. Ты расскажи, как вот эволюция Я твоей проработал карьеры. 8 лет, и это был вообще старт моей карьеры. Я там в тот момент, я уже переориентировался и понял, что я не особо уже хочу быть программистом, вот, и начал свою карьерную лестницу строить в этой компании. Вот, я проработал полгода продавцом, и потом компания как раз она только начала развиваться и строиться, и появился там отдел оптовых продаж. Через полгода я пошел менеджером в отдел оптовых продаж. Первым сотрудником мне дали там в такой огромной комнате, которая, наверное, как весь наш клуб, стоял один стол, компьютер, телефон. Мне дали на 4-м прайс-лист холодильников Норд, кстати, донецкого производства. Вот, и у меня была задача продавать 1000 холодильников в месяц. Справился? Да, справился быстро. Вот, справился, и потом я работал все время в оптовом отделе. Вот, был там топом, было много сотрудников. Вот, и это, я начал в 2002 году, закончил в 2008, в 2001, точнее, в конце первого. Да, и вот в 2005-м Target был на 2-м месте в Украине по объему импорта бытовой техники после Фокстрота. При том, что у Фокстрота было там сколько-то под 100 магазинов, у Таргета было 2 всего. Вот, то есть мы оптом продавали очень много. И там я научился прям, почти всему, что сейчас использую. Класс. Для ведения там и бизнеса, и в работе. А что потом, почему, как история закончилась и куда ты пошел? С Таргетом? Да, там потом какие-то были... В 2008 был кризис Да. банковый там,
И Ну, как-то- экономический глобальный кризис был. Глобальный вообще. кризис, да, и те, у кого была там большая гора кредитов, они как-то там, курс вырос сильно. В общем, плюс еще какие-то наш президент компании в политических участвовал перипетиях. Что И, случилось? ну, в общем, Таргету пришла жопа. Ага. Он, ну, как какие-то произошли события, что он закрылся. Мгм. Вот, И что дальше? Ничего, я начал делать свой бизнес. А твой бизнес это Мой что? бизнес то же самое, что я делал в Таргете. Я занимаюсь бытовой техникой и сейчас. У меня интернет-магазины, там, Техноточка, Элмак, Техномастер. Там несколько проектов. Я вот их начал как раз, когда закончился Таргет. И я продолжаю этим заниматься и сейчас. Это то, что приносит мне деньги. Хорошо, 2008, а в 6-м ты попал на Казантип, в 7-м ты понял электронную Да, я попал на музыку. Казантип, кстати, с моими друзьями и сотрудниками Таргета. И с Андреем в том числе, который спасал тебя меня туда с баром. позвал, да. Ты открыл свой бизнес, а потом, вот мне интересно, как ты пришел к вот, понятию вообще культуры звука? Это было самое начало, да? Вот культура звука самого вот с того... Это же магазин был. Культура изначально. звука появилась в 2017 году, да, а 17-м. из Таргета я ушел А в вот, это вот, 2008. а вот этот вот разрыв, ты Ну, просто работал, ну, у тебя был просто свой бизнес. У меня и- много чего было за это время. Вот, Ну, а да. что важное такое, что вот связало бы вот этот период с, ну, с музыкой, с решением открыть магазин? Да. на- Смотри, ну, первое время там я очень много уделял времени и занимался построением бизнеса, вот, работал, и как бы все мое время и все мое внимание уходило туда. Вот, потом, через года 3 я построил систему, в которой, ну, многие процессы мог контролировать удаленно, она уже работала, была настроенная, вот, и я много путешествовал. Когда я получил возможность работать удаленно, у меня появилось больше времени, и я путешествовал. У меня Света, моя жена, и мы с ней объехали, ну, там, около 50 стран за это время. Вот, зимой мы там жили в Азии, летом мы путешествовали там по Европе. Ну, в общем, я много где был и все время наблюдал за тем, как что устроено за границей, вот, как выглядят. Ну, в том числе я тогда уже начал и по клубам ходить, вот, начал проникаться какой-то атмосферой, ну, не знаю, социальной какой-то, вот, как это устроено там. Потом в какой-то момент времени, вот, возвращаясь сюда, в Украину, я начал как-то, ну, скучать сильно. Почему-то меня не сильно уже вдохновляло там развиваться в бизнесе. Ну, это все идет волнами, и там вот сейчас у меня этап наоборот. Меня как-то больше качает сейчас в бизнесе опять уделять туда внимание и заниматься этой частью жизни. Ну а тогда было состояние, знаешь, когда чего-то не хватает и чего-то хочется, но ты не знаешь чего. Я много думал об этом, и на самом деле нужно быть просто внимательным, потому что жизнь сама тебя подталкивает, сама показывает пути, куда смотреть и в чем развиваться. Вот. И из-за того, что у меня была такая жизнь, что я занимался или бизнесом, или путешествовал, ну, тут у меня связей в Украине и в Харькове было не сильно много. Вот. И, наверное, где-то в 2014 году ну, почему-то мне очень захотелось формировать какие-то знакомства и связи. Я вот начал, меня тянуло к людям каким-то определенным, которые были в тусовке. Вот у нас моя подруга Оля Крейда, она тоже диджей сейчас и Вы тогда встретились, резидент да? нашего клуба. Ну вот тогда я с ней познакомился, да, может познакомился даже чуть раньше, но мне что-то все время тянуло к ней. А она была, у нее был там, сначала она работала в шоуруме «Угол», дизайнерской одежды, потом у нее был свой там шоурум «Мел». Вот, и вокруг нее была тусовка. И меня к ней тянуло, и ну, вероятно, что очень хотелось социализироваться и быть в какой-то в тусовке. Вот. И я начал ходить по разным уже каким-то мероприятиям здесь, общаться с людьми, появился какой-то круг знакомств. Потом я уже тогда благодаря этому познакомился с Зайцем. Вот. Это было еще за год, наверное, до культуры звука.
У нас в Харькове есть Ночь музеев, такое событие в июне, когда все музеи ночью открываются, и можно ходить по ним и смотреть там Прикольно. какие-то экспозиции. Да, ну это такое, как день музыки, Ну да. есть, ну типа тусовка такая Я просто не ходила светская. на Ну это, ночи это по прикольно. музеям. Во-первых, собирает классных людей, потому что, ну, кто может интересоваться искусством и музеями ночью? Да, да. Это однозначно классные люди. Ну вот. И да, тогда у нас вот здесь, во дворе клуба, ну и в соседнем здании, и вообще все это помещение, как бы это собственник, владелец еще и галереи Вова Таня. Вот, Вова Таня — это Вова Владимир Юрьевич Соленков и Татьяна Томасян. Татьяна Томасян, она директор муниципальной галереи, а Владимир Юрьевич, он ну, просто любит искусство, и вот он сделал свою галерею, у него много там работы, он делает экспозиции. В общем, Ночь музеев включала и эту локацию тоже. Ага. Чтобы было веселее и интереснее, они пригласили Богдана Зайца играть лайв. Ну, тогда я, в общем-то, первый раз увидел и первый раз как бы заценил вообще саму идею типа лайв-перформанса, когда у него была куча железок раскидана по столу, типа микшер, и он играл типа вживую свою музыку. Ну, вот, меня тогда это очень впечатлило. И я через 2 месяца встретил Зайца уже. Ну, а Заяц был он из этой же тусовки, в общем, в которой я был, и только мы с ним не были лично знакомы. И мы встретились через 2 месяца на Z-Games, где-то под Одессой. И я попросил Зайца, говорю, слушай, ты так классно играл, слушай, научи меня. Он говорит, вообще не вопрос, типа, класс, спасибо, что ты обратился, мне так нравится, типа, учиться, учить и, ну вот, в общем, тусоваться на этой почве. И тогда мы уже осенью первый раз встретились, Заяц еще жил где-то тут на Северной Салтовке, это черт знает где, на районе, вот, я к нему приехал домой, и он мне начал там показывать Ableton Live, коммутацию всех железок. Вот. Я так и не научился лайв играть, конечно, но потусовались мы с ним классно. Вот. И дружим как бы до сих пор, и он сейчас как бы в команде культуры звука и с самого начала. И многие идеи, как бы, и энергия здесь вложена, в том числе и Зайца тоже. Вообще культура звука — это проект людей, которые когда-то на разных этапах приходили, уходили, или приходили и остались. Вот, а я это Ну вот больше Оля клей. и Богдан, они до сих пор здесь, и это еще ты их встретил до того, как вы... Да. Кто придумал культуру звука? Что это? Изначально это был магазин техники, правильно? Да, изначально идея была это открытие магазина хай-фай техники. Это была твоя идея? Это была не моя идея, нет. Расскажи. Это идея Саши Ветлугина. Саша Ветлугин — это мой приятель с давних пор. Он тоже учился в ХАИ. Тоже вот как-то мы с ним давно очень знакомы. Я даже не помню, при каких обстоятельствах познакомились, но это было, ну, прям лет 10 назад, наверное. Давай начну с того, что мне родители, когда я учился в ХАИ, купили квартиру возле института. Это там район Шишковка. Потом я там пожил какое-то время и захотелось переехать в центр. И я продал ту квартиру, купил в центре. И купил полностью раздолбанную, делал там ремонт и захотел поставить там классный звук. Саша Ветлугин, у него был в то время интернет-магазин Stereo Home, и он занимался хай-фай оборудованием. И я к нему обратился, говорю, я делаю квартиру, хочу колонки. Он говорит, вообще не вопрос, давай будем выбирать. Ну и мы с ним выбирали колонки, я приезжал к нему домой, он там привозил, у него не было салона никакого, это был интернет-магазин и квартира. Вот, он привозил коробки этих колонок, мы с ним собирались вечером, он выключал там свет, включал разную музыку, мы с ним сидели, там, выслушивали разные колонки с разными там усилителями, проводами. Короче, выбрали мы в квартиру эту акустику и весь сетап. И, в общем-то, потом вот был перерыв до 2017 года. Я построил квартиру в 2014, то есть 3 года. И через 3 года Саша
появился, как бы, ну, он особо не исчезал, но появился с предложением, что а давай, у нас есть идея сделать хай-фай салон в Харькове. Не хочешь ли ты быть инвестором в этом проекте? Вот, мы все сделаем. Он тогда был, он и Леша, два партнера в интернет-проекте. Ну, и я это предложение принял, потому что у меня возможность была, идея как бы мне показалась интересной. Вот, а кроме всего прочего, мне почему-то перед этим, последние полгода, ну, до этого предложения, мне все время в интернете попадались статьи о том, что рынок винила растет, виниловые пластинки продаются там прям больше, чем компакт-диски. Там, и все время в поле о том, что виниловая тема, и мне как-то это все так нравилось, так красиво. Ну, эстетика, Вот. да. Да, и я Саше говорю, что класс, типа, идея твоя хороша, давай еще, типа, виниловых пластинок туда добавим, в эту всю историю, типа, цветы, вот, и сделаем, типа, рекорд-стор с хай-фаем, чтобы было красиво. И вот с этого, это было, наверное, в декабре 2016, а в марте 2017, через 3 месяца, мы уже открыли магазин. Слушай, он очень модно выглядел, я видела. Очень Да, классно. да, это помещение было тоже моего друга. У него там как раз какой-то был магазин одежды, и он что-то там съезжал, и Перехватили он предложил помещение. мне, да, говорит, вот помещение там за не супер дорого, и мы там сделали ремонт буквально за 2 месяца и въехали. А кто название придумал? Это придумывали мы со Светой. То есть это ваше? Да, мы думали что-то сделать со словом «звук», так как ну, тема Очевидно, да. звука, да, была. Классное название. Вот, да, культура, решили, что культура с латыни — это возделывать и взращивать, вот. И так как мы будем возделывать почву музыкальную в городе, типа, то культура очень хорошо ложится, и культура звука мы сделали первый наш, ну, типа, бренд-нейм, ну, он так и остался, там изменился только визуал, там, через год, вот, но... Но магазин закрылся в прошлом году. Да, когда вот начался карантин, мы не сильно вытягивали там аренду и решили закрыть Перейти онлайн, оффлайн, да, ну, вот, потому что он был такой на грани, убыточный, вот, и плюс мы не ждали чего, ну, не понимали, чего ждать от карантина, вот, от всех вот этих историй, вот, и закрыли его, да. Хорошо, а после магазина дальше был магазин, виниловый рекорд-стор. Мгм. У тебя уже была тусовка, были друзья, которые были с тобой, ну, как бы единомышленники. Мгм. И какой был next step? Что, как развивалась Да, вот эта вся смотри, история? там ну, мы начали думать, как продвигать магазин и как сделать его там на слуху известным. И делали по воскресеньям типа, вечеринки. Они больше были такие светские, с бокалами вина, когда люди приходили, общались. магазине? Там, в магазине, да, ну, там врубали музыку. Вот, и, ну, и дальше появлялись люди в проекте. Кто-то приходил играть диджей-сеты, лайвы, концерты мы там делали в этом магазине. Вот, и сама тусовка росла, потому что это было очень ну, приятная атмосфера, классное место. Вот, и те, кто приходил, потом рассказывали, приходили их друзья, и все начало расти. Ну, и в культуре звука начали появляться люди, появился Денис Кравченко, саксер, вот, он много очень нам тоже ну, добавил там в идей своих и свою энергию. Ну, Деня вообще очень творческий человек и ну, очень шарит в музыке. Его все идеи были ну, классными. И Образовалась промо-группа, я так понимаю, да? Ну, типа да, она как-то так образовывалась. Не то, чтобы мы там сразу, что мы будем делать промо-группу. Это просто так как бы получилось эволюционно. Вот, что началась вот эта история с вечеринками в магазине. Много людей стало собирать, потом людей стало прям совсем много. Появились вот первые какие-то музыканты-диджеи. Слава Компонент тогда тоже уже начал с нами тусоваться. А Слава, он прям давно в музыкальной теме, он там в пати-бар-доме играл, у нас был там клуб такой. И вообще, ну, это его тема, музыка, ну, это тема всей его жизни.
ну вот и... Начали делать вечеринки, да? Да, возникла идея, что надо сделать вечеринки. Даже, наверное, там, это всегда стечение каких-то обстоятельств. Открывался у нас клуб Пати-Бардом, хотел сказать, двор. Он открылся, потом закрылся, но как бы в какой-то вот в тот период времени это было открытие двора, и ребята возлагали на него большие надежды, которые открывали, что это будет там центральное место клубной жизни Харькова. Вот. И мы там договорились с ними делать какие-то вечеринки у них. И первая вечеринка наша была там. Это был, я уже не помню, какой лайнап, но, в общем, мы собрались и сделали вечеринку, пригласили всех тех же людей, которые к нам ходили. Вот. Я тогда помню, что я писал каждому лично приглашение, там плюсы. У нас на первой вечеринке были списки там по 100 плюсов, вот, потому что всех приглашал бесплатно, чтобы никто не знает, что ожидать, да, и как бы и мы не особо шарим в этом, и поэтому типа предлагать приходить сразу и платить за то, что мы экспериментируем, как бы было не очень, вот, и поначалу было большие списки, вот, и мы сделали вечеринок, наверное, 8, 10, не помню, где-то около десятка, перед тем, как мы открыли наше уже место. Ну и когда мы провели первые там, не знаю, пару вечеринок, наверное, а может быть даже еще и до этого, я не помню точно момент, что точно возникла идея, что хочется сделать свое место. Валик, скажи, вот эти вечеринки, которые во дворе устраивали, они уже назывались «Культура звука»? Ну, то есть вы Да, продолжили, подхватили? Да. И У нас на продолжили? первом постере была «Культура звука». Мгм. Мы все время, все, что делали уже под этим брендом тогда. Хорошо. Когда вы начали задумываться о своем месте, Да. как это происходило и как вы, собственно, пришли к вот... Это и есть локация, которую вы нашли? Да, это и есть локация. Я не помню, с чего и кто первый подал идею. Мне кажется, что это был Денис Кравченко. Вот. И это его идея была сделать студию с клубом совмещенная в одном пространстве. Вот. Денис Кравченко, Богдан Заяц. Вот это, мне кажется, первые ребята, кто посеял зерно клуба. Вот. А я, как обычно, типа, Решал. принял и поддержал. Не то, что решал, просто, знаешь, так как я был инвестором этого проекта, и решения принимал я все, и там процессы отстраивал я, и руководил процессами тоже. Вот. Я как связующее звено и клей между всеми людьми и идеями, вот, помогал им прорастать. Вот, Ну, это ты выполнял функционал, моя собственно. эта функция, да, Да. как бы и сейчас сохраняется. Вот. И тогда мы начали искать место, и я не помню тоже, как. Во-первых, Владимир Юрьевич Соленков, у него есть дочь Ира. Ира — это наша подруга. Она из тусовки харьковской, и ее все знают, наши друзья. Вот, и как-то мы вышли. Началось чуть раньше все со школы. У нас школа появилась до того, как появился клуб. И Давай тогда школа отмотаем. еще в Как? магазине, да. Слава, компонент, тусовался с нами, и Оля была, Удда, первая ученица его, одной из первых, я не помню, или Крейда, или Удда, вот они там вдвоем начинали. В общем, Слава начал учить наших девочек диджеить в магазине. И тогда мы подумали, что если есть Слава, он учит девочек, у нас есть там оборудование, вот, что нам не учить людей, давайте откроем школу. Вот, и вообще, наша склонность к экспериментам, она всегда была, вот, и это одна из ценностей культуры звука. У нас есть, кстати, ценности, вот, оформленные. Ух ты. Да, мы озадачивались этим вопросом, типа собирались и думали, какие у нас ценности, потому что ценности во многом определяют направление движения во всем, там, начиная от политики фейс-контроля, заканчивая там нашими проектами, То есть которые вы мы прям принимаем. садились и продвигаем. прописывали все? Да, садились и прописывали. У нас там есть презентаха,
Вот, там ценности проекта, они описаны и расшифрованы, что это такое. Круто. И одна из ценностей там, да, это любовь к экспериментам, что мы не боимся экспериментировать, даем себе право на ошибку и всегда рады что-то пробовать. Вот, и мы решили, это на самом деле и породило очень много направлений там культуры звука, в которых мы или развиваемся, или работаем, или пытались работать. Некоторые из них проросли, некоторые не сильно. Вот, поэтому, раз у нас такая есть ценность, поэтому мы не сильно переживаем по поводу того, что не проросло. Вот. И тоже мы взяли в какой-то момент, возможно, больше, чем просто могли потянуть. И некоторые направления, они просто, мы их озвучили, что они есть, но они так и не развились. Типа букинг-агентство. Вот мы заявились, что мы букинг-агентство, что мы там продвигаем артистов, но так нам пока не появилось, по крайней мере, человека, который бы это взял и там начал хорошо двигать. Довел до ума, да. Да. А вот со школой ситуация получше. Вот школа появилась, когда Слава начал учить девочек, мы начали искать помещение для школы, и вот через Иру нашли, вот Владимир Юрьевич сдавал на 2-м этаже здесь, в нашем доме, который мы, возможно, еще туда попадем сегодня. И мы взяли комнату 40 квадратов, там 2 комнаты. Вот, и сделали в одной маленькой комнате офис, а в другой школу. И начали там учить. И потом уже, когда мы пришли к пониманию, что хотим делать клуб, вот это было здание, как раз его Владимир Юрьевич только купил. Оно было старое, раздолбанное. Тут 30 лет ничего не происходило, не было электричества, канализации, воды. Вот, и было множество комнат внутри и гнилая крыша. Нормально. Да, и падающие стены, там фундамент проваливался. Вот, и мы договорились с ним, что мы берем это помещение, вот, о чем я потом, в плане, конечно, вложенных сил и пожалел, но вот, больше, наверное, я не буду делать никакие проекты в разрушающихся зданиях, потому что восстановить его было супер сложно. Это прям ушло много времени, сил, денег. Потому что сталкиваться с нашими коммунальными службами, чтобы они там провели канализацию, там свет, это все было супер сложно. Плюс большие строительные работы, мы меняли крышу, подливали фундамент. В общем, все тут разрушили, вывезли. Закладывали стены, да? Я окна вижу, тоже закладывали блюда. Да, закладывали окна, потому что тут достаточно громкий звук, и первый был подход, когда мы сделали и открылись, мы не сильно рассчитали, мы не доделали, мы оставили крышу, мы поменяли всю крышу, но мы оставили кровлю шиферную, с небольшими, это меня предупреждали. Вот, короче, когда первая попытка открыться была, точнее не попытка, а первое открытие, еще не сильно мы поняли, что большой звук может выходить наружу из клуба. И у нас возникли проблемы с соседями, потому что они очень хорошо слышали низкие частоты. Вот, мы ходили к ним, проверяли, действительно там нормально гудело у них по углам все. Вот. И что вы Это сделали? было, мы потом, наверное, 4 месяца работали с сабом на минус 12 дБ и в ползвука. Вот, а потом, когда мы открылись 1 декабря, и к весне, когда уже стала более-менее нормальная погода, мы опять закрылись на месяц, и мы поменяли крышу, звукоизолировали, сделали мягкую кровлю, и построили стену еще одну. У нас там стена, еще одна стена. И между этими стенами у нас метр звукоизоляции. Ух ты. Да, там идут эти мембраны, звукоизоляционный материал. Короче, Запарились. мы подошли серьезно к этому вопросу, да. И это сработало. Вот, теперь нет у них гула, никто к нам не ходит. Все окей.
Круто. Мгм. Слушай, так интересно, вот я же всего этого не знала. Большая То, что ты стройка. сейчас рассказываешь, это просто Да, я тебе фантастика. пришлю кучу фотографий, там у меня есть разные этапы. Это этапы, когда мы первый раз посмотрели на это помещение, и дальше там я фотографировал, как тут все Круто. происходило, ломались стены, да, строилась крыша, и Сколько по времени заняло? Вот, 1,5 года. 1,5 года? Ну, это довольно долго. 1,5 года где-то. А денег не скажешь, сколько вложили? Мне просто интересно, сколько стоит реставрировать такое здание, еще поставить звукоизоляцию и крышу поменять дважды. Я считал, но у меня там в Excel-чике были все записи, ну точно не помню, но где-то примерно, наверное, $1040. Вот, ну, при том, что видишь, у нас тут достаточно аскетично, ну, кроме как кирпичные стены, балки мы оставили. Мне вот, кажется, но вот тут ничего не нужно добавлять. на это, да. Ну, Ой. это на ремонт, еще это без оборудования. Мгм. Ну, вот, ну, относительно дорогой проект получился, но красивый. Значит, вы сначала арендовали соседнее помещение для школы. Для школы. Запустили ее. Да. Тут уже была школа полным ходом, когда И мы строили. Вот от того момента, когда вы там открыли школу, до того момента, как вы взяли это помещение, сколько времени было? Немного. Мы, по-моему, прям сразу взяли это помещение, заехали в школу, прошло совсем немного времени, и мы уже начали тут делать ремонт. Просто Ну, что тут очень долго делали. Ну, можно посчитать, если мы открылись 1 декабря 2018, 1 декабря 2017, ну, получается, что мы где-то там вот в конце лета 2017 года, ну, через полгода вообще культура звука существовала, мы взялись за это помещение. Довольно быстро все. Я считаю, что мы прям Ракета. быстро, супер быстро, да, развивались. Да. Ну, до сих пор быстро развиваетесь. Но это как-то мы попозже. Ну, возможно. Постепенно, да. возможно. Просто, может, не так заметно это сейчас, потому что уже какой-то есть там бэкграунд и то, что у нас есть, но мы стараемся. Ну, Кстати, нам интересно. идея с тем, чтобы студия находилась Мгм. здесь и клуб по выходным, вот здесь буквально стоит диджейский стол на выходных, и диджеи играют, получается, в студии, а здесь везде танцуют люди. Да, это... И я когда увидела это, я реально думаю, блин, как круто, почему так Да, ну, такой таких клевый нету? бэкстейдж. И плюс мы тут еще делаем разные вечеринки тематические. Одна из них Синтонайт, это ночь лайвов, когда играют только лайвы. И тогда это вообще становится очень целесообразно иметь эту штуку, потому что там на микшер заводят частенько всех артистов, ну, все каналы. Вот, и тут выставляются несколько столов, то, что свободное пространство очень классно. И тогда это выглядит еще круче. И сколько человек помещается в клубе? Комфортно, наверное, 200. А максимально у нас, ну, и сложно сказать, сколько в единый момент времени тут находится, потому что мы знаем цифры, допустим, сколько за вечеринку Мгм. было, они могли уходить, переходить. Ну, вот, максимально. максимально Самая большая было на вечеринка. Новый год 410 или 20, я не помню. Ну, то есть место там довольно Да. маленькое. Ну, такое. бывают вечеринки, когда 300, но это прям супер плотно. Ну, я бывала здесь так. так Да, плотно. да, на тебе вот было Да. около 300. Да, очень прикольно. Мгм. Расскажи, как росла школа, обрастала. Вот у вас сначала был диджеинг преподавали, я так понимаю, это было самое первое. Да. А что потом добавлялось и с кем это приходило? У Как нас это вообще сейчас есть всего 3 направления. Это диджеинг, создание музыки, и в Харькове есть клавиши. С диджеингом мы начинали, а создание музыки мы начали, когда у нас появился Алекс. Алекс — это наш преподаватель по созданию музыки. Это наш звукореж в клубе, и это он музыкальный продюсер. И вообще вся его жизнь связана с музыкой. Он занимался много лет аудиопродакшеном в киностудии, когда делали фильм «Ландау». Вот, а потом он играл в разных группах здесь, ну, все время он электронщиком был. Ну, короче. Очень профессиональный чувак, да, и сейчас вот он преподает, он менеджет вечеринки по звуку, Да, да. вот он занимается сведением. Сейчас он сделал свой первый релиз, и мы хотим его вот начать свой диджитал лейбл вот в самое ближайшее время, и первый релиз, вероятно, будет Алекса. Он пишет даб такой
техно. атмосферные, не техно. Не техно, просто, да. Наверное, да, по ambient ближе. Драм-бэнд. Мгм. Мгм. Вот, и он, эта музыка, она очень профессионально сделана. Вот. Ну, послушаешь, когда мы выложим, Обязательно, скажешь, да. что думаешь. Хорошо. Диджеинг, потом продакшн, а клавишная? Диджей продакшн, а потом решили еще и клавишам учить, потому что продакшн, он в некотором смысле иногда подразумевает там владение музыкальными инструментами, это как основа там всей электроники, синтезаторы, то на клавишах хорошо хоть какую-то базовую грамоту знать. А кто преподает? У нас Кирилл преподает, Кирилл, он вообще виртуоз там импровизации. Все с музыкальным образованием. А много вообще у вас учеников? разбираются. В школе? Здесь, да. В Харькове? Тоже волны. Бывает где-то там от 3 до 8, там, вот, в какой-то период времени, когда регулярно учатся. Не считали, сколько Может быть, выпустили? там даже 13 бывало. Сколько выпустили? Ну, больше сотни. Больше сотни. Мгм. А кто успех кого-нибудь запечатлелся? А, Кого-то бы... Я не могу тебе ответить. Я вижу сейчас, что наши ученики выступают уже в лайнапах каких-то вечеринок. Мгм. С Тофу диджеем, там вот его ученик выступает. Вот для меня это, хороший знак. Да, конечно. Вот. А какие-то имена конкретные, пока суперзвезд там Не выпустили. нет, да, я, по крайней мере, не знаю. Но знаю, что многие где-то играют. Хорошо. А вот этот весь сетап, это клубный или здесь много личных инструментов? Так, тут у нас есть инструменты Зайца, а остальное все клубное. У Зайца вот МС-10 стоит, синтезатор, электроника, потом там Артурия, это моя, по-моему. Вот еще Поле 800, это Зайца, это мы купили. Вот, то есть микс. Еще есть куча синтов у Алекса, но они, по-моему, в студии наверху. У нас еще есть наверху маленькая студия, где проходят уроки продакшена. Вот, и тоже там Алекс забазировался и занимается там своими. Я когда изучала ваш релизами. сайт, там написано, что у вас много винтажных девайсов. Ну да, если глянуть, то тут они все старье. Да. И драм-машина там есть какая-то еще. Мы покупали тоже, где-то в Берлине покупал там на eBay. Вот. Не помню, как Я у тебя называется. видела объявление на Фейсбуке, что типа привезите коробочку маленькую. Да, я Собирал. я часто что-то покупаю, да, и часто в Берлине бывал, прям много раз, и это такой город, который меня вдохновил на многое, что здесь. Вот, я там много чего подсмотрел, там много моих любимых мест, и я всегда, когда там тусовался, приезжал, я в клубах там смотрел, что там со светом, а что там за барная стойка, что за звук, а что там за сетап, такой все время наблюдал, и мне, когда Это тут уже формировало строили, твое видение. у меня уже было понимание, как я хочу, чтобы это выглядело. Мгм. Вот, в плане там звука, коммутации студии, тут, наверное, больше вложено и идей там ребят, Дениса, Богдана. Вот. Ну а в плане вот общего вида и интерьера, это вот я, Света делали. Мгм. И У вас уютно. команда как бы тоже всегда принимает участие. У нас, мы делаем там сейчас вот в последнее время карантинные вечеринки, нерегулярные. Мы давно там не собираемся регулярно, но раньше мы раз в неделю собирались, обсуждали идеи, и каждый мог предложить что-то, и мы там Воплощали это. принимаем, делаем, да. Возвращаясь к клубу и вообще к культуре города, Мгм. я заметила, что у вас очень рано вечеринки заканчиваются. Как ты думаешь, почему? Почему нет культуры там тусоваться до утра или какие-то там автопати? Мгм. Или Мы делали до 6, когда до карантина. До 6 утра, потому что в 6 утра у нас уже никого почти не было в клубе. Там, на танцполе никто не оставался. Ну, как думаешь, почему? Думаю, это- специфика города. Харьков, он сильно отличается там, от Киева, например, по своей энергетике, по скорости, по темпу жизни. Вот. Харьков, он более медленный, размеренный, спокойный. Когда в Киев приезжаешь, ты чувствуешь эту движуху, вот все там очень быстро
перемещаются, очень быстро принимают решения, очень быстро действуют. Там, не знаю, может быть, больше... Киев — город, мне кажется, в который съезжаются люди себя реализовать из разных городов. Это как центр какой-то деятельности. Центр реализации. Да, и, соответственно, энергия такая, вот, энергия достигаторства, энергия деятельности, что-то сделать, как-то себя проявить. Вот, Харьков же, он медленней. Вот, тут все живут slowly life, вот, и вероятно, что от этого. Ну, на самом деле это, это неплохо. В Амстердаме вот вообще там вечеринки в 12 заканчиваются, все до 12 потусовались, идут домой спать. С утра просыпаются свеженькие, и все хорошо. Вот, вопрос типа привычки, культуры, поэтому... Вы же устраиваете еще дневные мероприятия во дворе. Да, это вот когда запретили делать вечеринки в клубах, а разрешили работу летних баров, Это то... во время локдауна? Да, мы стали летним баром и делали прошлым летом кучу мероприятий во дворе. И был запрет на проведение после 11 или что-то такое, мы делали до 11. Вот, отлично, у нас хороший двор, там красиво и всем нравилось. Пандемия, как вы, собственно, это случилось? Потом я видела, что вы запустили онлайн-вечеринки. И вот как вот в этот период вы пережили? Вот уже год прошел. Как? Слушай, да, тогда была вечеринка с тобой 7 марта 2019 года, 19 Да. и 20 20-го. 7 марта 20-го, и потом все закрылось. Вот. Идея онлайна, она появилась прям моментально. Вот, и благодаря нашему прекрасному Диме, который вот у нас сидит, мы были очень готовы к этому, потому что у нас есть YouTube-канал, у нас есть все оборудование для видеопродакшена. И, в общем, мы очень быстро сделали афишу, собрались и начали делать следующую вечеринку, которая должна была быть в офлайне, мы просто сделали в онлайне. Ну, вот... Я помню, конференцию вы еще устраивала. Это был с фестивалем «План Б», да. Это в рамках фестиваля была онлайн программа там с кучей интервью и музыкой. Вот, потом мы делали еще Подожди, вечеринку. «План Б» фестиваль, чей, Да. откуда? «План Б» фестиваль. Это харьковский фестиваль, который уже много лет проводится раз в год. Вот, большое событие, которое тоже всегда было в офлайне. Мы там, по-моему, каждый раз мы принимаем участие в этом фестивале. Раньше делали офлайн какие-то события, вечеринки, открытия, закрытия. Потом мы делали синтарум, выставку синтезаторов интерактивную. Приглашали там 10 музыкальных продюсеров, которые со своими сетапами приехали, расставили, и можно было ходить там со всеми, общаться, крутить и заряжаться, да, задавать вопросы. И идея была показать, что делать электронную музыку несложно, чтобы люди, у кого есть такое желание, поняли, что они могут прийти к реализации гораздо более простым способом, чем там, не имея знаний каких-то. Вот. И вот «План Б», хороший фестиваль. И тогда вы в прошлом году сделали это онлайн? Да. Мы говорили это о инициатива пластинках, «План Б», да. «План Б» предложил нам поучаствовать в онлайн-формате. Мы предложение, понятное дело, приняли, потому что классный фестиваль и классные ребята делают его. Вот, и делали это в онлайне. Потом мы делали марафон, 36 часов мы делали, не прекращая трансляцию, то есть 1,5 суток. Вот, где поиграли там, не знаю, почти все харьковские диджеи и музыканты. Вот, тоже классный был опыт. И не было сбоев? провели. Я не помню. Трансляции? Были постоянно сбои из-за того, что YouTube блокирует там контент за правообладание. Вот, не все диджеи играли там треки, которые не защищены авторским правом, и YouTube там, по-моему, в
в то время, или там чем-то это обусловлено количеством подписчиков. В общем, он блокировал трансляции, нам приходилось создавать новые, поэтому там это трансляции из кучи кусков сейчас. Ясно. Вот. Но все равно это сработало и выглядело классно, и вообще сама инициатива мне тоже понравилась. А потом мы еще сделали несколько онлайн-событий, сделали вместе с Львовским Night Ambassadors трансляцию. Ну и плавно как бы там Летом дневные завершили, вечеринки, да, потому что бар. летом начались дневные вечеринки, мы уже начали делать во дворе, вот, а потом то закрывали, то открывали, то желтая зона, то красная, и, соответственно, когда желтая, можно делать вечеринки с, по-моему, там 50% наполненностью, и тогда мы там на входе просто ограничиваем количество людей, вот, либо вообще не проводим ничего, тоже делали вот последний локдаун, когда мы в красной зоне были, мы просто отдыхали. Вот, поэтому все нестабильно, рвано, но мы продолжаем. Не обламываетесь. Ну, мы продолжаем. Ну, что обламываться, времена такие. Расскажи про лейбл. Я вот ничего про лейбл не знаю. Ты говоришь, вот мы запускаем диджитал лейбл. Мне кажется, что у вас лейбл вы основали уже какое-то время до этого. Вы пластинки выпускали? Я просто вот не знаю ничего. Смотри, как я говорил, что у нас мы всегда экспериментируем, у нас куча инициатив, которые появляются, какие-то из них прорастают, какие-то там нет, какие-то в каких-то перерывы происходят, вот, и с лейблом это была на самом деле инициатива Славы Компонента, вот, он в этом шарит, он нам как бы помогал, и он курировал это направление, вот, поэтому всегда, ну, что бы мы ни делали, это завязано на людей. Вот, когда есть люди, которые качают какое-то направление, направление развивается. Вот есть там люди, которых интересует клуб, там школа, эти направления движутся и развиваются. С лейблом был Слава, лейбл как бы двигался. У Славы была идея, у Славы был опыт, он там понимал, как это происходит, и это его, в общем-то, рук дело, наши первые 2 релиза. Он там связывался с артистами, брал треки, договаривался с дистрибьюцией. И мы зарегистрировали лейбл 20 апреля 2019 года. Вот, сделали 2 релиза. Потом... Виниловых? Виниловых, да. Это был виниловый лейбл. Вот. Потом Слава в какой-то момент времени там решил самостоятельно там заниматься, сделал лейбл Transpandemic, вот сейчас там он прям в топах, я смотрю, в DJ.de пластинки разлетаются, не успев еще зарелизиться, вот, то есть очень успешный, классный музон, я слышу о нем от многих хорошие отзывы, вот, и ребята, ну, Слава и Женя Курила, они сейчас сделали там свою студию и сидят там, делают свои релизы. Да, то есть, ну, пошли своим путем, как бы. А что с вашим лейблом? Вот, как Слава ушел, ничего, никто им не занимался, как бы. Сейчас у меня есть желание уделить туда какую-то долю своего внимания. Не обязательно диджитал, я бы хотел и пластинки издавать. Вот, ну и диджитал, я считаю, что тоже сейчас ну, хорошая идея сделать, потому что... Актуально. Да, ну, во-первых, что музыки больше, чем мы можем издать на виниле, потому что у нас и Заяц делает там свой музон, и Алекс, и музыка довольно разножанровая, вот, плюс есть там ученики, которые, возможно, там сейчас тоже какие-то релизы подкинут свои, и артисты, которых мы возим к нам, вот, тоже музыку пишут, и мы бы хотели их издавать, вот, но понятно, что мы не можем, ну, по крайней мере, я не представляю, как сделать виниловый настолько мультижанровый лейбл, чтобы он от даб эмбиент до, там, к примеру, хауса содержал в себе, а в диджитале это возможно. Поэтому я думаю, мы попробуем сделать диджитал направление мультижанровое, это будет музыка, которая вообще вокруг нас, которая создается у нас в студии, которую делают наши артисты или артисты, которых мы возим и любим. Вот. А на виниловой мы будем собирать релизы. Скорее всего, это будет концептуальная музыка для вечеринок. Ну, то есть музыка, которую можно ставить на пати, да, хочется поиграть, и она
как бы вкатывает в формат тех вечеринок, которые мы делаем. Хорошо. А первые два релиза неуспешные? Вы продали их? Первые два релиза, ну второй уже продался, а первый еще есть. А сколько подпечатали? Мы, по-моему, по 300. Ну, это много. Это много. По 300 это много. Да. Даже я так не печатаю сейчас. Да? Да, Я думал, что это вообще... 250, нет. Я думал, по-моему, там был минимум 300. Да, там 300, но первый релиз, по-моему, напечатали 500. Ох, Это была инициатива дистрибьютора, мы на Овале Да, это печатали, очень там много. Бенджи, он что-то решил. Там просто был сборник, и в сборнике были там Харри Вилс, Патрик Кляйн, Лука Перматей, по-моему. мгм. Ну, в общем, артисты, которые там Могли продать довольно релиз, да. известные, да. Мгм. И мы их всех привозили сюда, и тоже концепт лейбла был, что мы издаем тех, кого возим. Ну скажи, пожалуйста, вот вы называетесь как культура звука, это формация. Но я думаю, что ну, многие из зрителей не знают, что такое формация. Расскажи, почему именно формация, почему вы так называетесь? Я сам не сказал бы формат. Ну, это... Ну, надо просто поискать слово, которое обозначает какое-то объединение разных направлений. И Что у нас- проектов, да. Да, у нас же за период, там, сколько мы существуем, было дофигища проектов, и магазин, и школа, и клуб, и они довольно разные, и надо просто придумать слово, которое бы обозначало как объединение каких-то направлений деятельности в одно. Вот. Но так как идея все равно одна, но она вокруг музыки, вот можно, нас по-разному называют: сообщество, объединение, формация. Вот. То есть просто смысл главное, не слово. Как ты созрел, как вы созрели для открытия школы в Киеве? Так, я не помню. А может быть... Нет, я вспомнил. Это я увидел в Фейсбуке объявление о том, что сдается помещение, по-моему, первое я увидел, что сдается в КЛО, там часть какой-то студии, и я тогда написал и спросил, что там, что сдается, почем, вот, и идея делать в Киеве школу, она таки была. Ну, это смело. Тогда мы что-то, я не помню по какой причине, мы решили не связываться с тем помещением, ну, не то, что не связываться, там как-то было не очень удобно, по-моему, что оно там было совместно с кем-то, там часть сдавалась, часть не сдавалась, вот, и потом практически сразу я увидел объявление от ребят Луны 9, что сдается студия «Пластмасса», они там, мол, работают 2 дня в неделю, а остальное время они хотят сдавать, и мы написали им, тогда я написал, пообщался, узнал стоимость, она была не супер высокая, и тогда вот мы решили, что надо начинать. И это случилось прямо перед пандемией. Да, Потому похоже, очень кстати. Да, я еще, сейчас там после того, как мы открылись, появилось прям, много школ, и Да. КЛО Вы были сделал первые, свою, да. и мы тогда очень успели в эту волну вскочить, да, первый еще так мы красиво сделали промоушен, там Оля занялась с ребятами, сделали классные фотки, мы наклеили там постеры, сделали фотки этих постеров на стенах. В общем, очень все красиво получилось, и преподавательский состав собрался прям очень классный, как на мой вкус. Кто Вот, подбирал? это были ребята. Да, мы подбирали, исходя из чья музыка нам нравится, и кого бы мы хотели видеть у нас на вечеринках больше всего. Мы вот выбрали этих ребят, предложили, и Перечисли. все согласились. для Я нас. помню, что первоначальный состав был там Саня Злых, Аделина, Тофу, потом Голосова. Даша, да, Рустам, по-моему, сразу был. Теперь беженец есть еще. Потом Продакшн. Даня подключился, да, Мейс после уже тоже, кстати, спасибо, это была твоя рекомендация. Ну Вот, да, я да. думаю, что ему это подходит, и вам он поможет Мгм, в этом смысле. Вот, и все время это обрастало, вот там Серега, Класпс подтянулись там на продакшн, и образовалась такая классная команда крутых ребят, которые, нам очень нравятся по музыке, и мы считаем, Ну, у супер. вас, наверное, самый разнообразный преподавательский состав, и
Мне кажется, он самый удачный из Ну, это всех классно школ, для которые я школы, знаю. потому что приходят с разными музыкальными предпочтениями. Кто-то хочет техно, а кто-то хочет там хаос играть. И у нас для всех есть свои преподаватели, которые там шарят в том или ином стиле. Они, ну, соответственно, помогают там разобраться и в селекции, и помочь с выбором музыки, и вообще, ну, передают там свою энергию. Там. Да, я видела, что в все этом. как-то так включились, вдохновились и очень круто выполняют свою работу. Даша там зашивается, у нее там аншлаг по ученикам. Ну, Дашку все хотят, да. да. Вот. И мне кажется, что это вывело вас вообще на другой уровень, next level, потому что Да. школа очень популярная и очень много работы. И я видела, что вы расширились немножко спустя какое-то время, то проработали в одном помещении. Ну, мы потом сняли уехали с соседнее. пластмассы, да, потому что мы туда не помещались. У нас уже была ситуация, что ну, желающих учиться стало больше, чем времени в студии. И мы чуть-чуть там в соседнее здание переехали, уже сами сняли. Ну, вот там просто 2 комнаты теперь, и мы можем 2 урока одновременно Да, вести. супер. Мгм. Скажи, пожалуйста, вот это место и вообще все, что вы делаете, ну, вот я знаю, ты называл цифру, которую приблизительно вложили только в это помещение, но как работает этот бизнес? Ну, окупилось это все? Нет, ну, не окупилось, он работает там, иногда себя окупая, иногда нет, в зависимости от периода времени, там, когда есть вечеринки, легче, когда нет, сложнее, вот, но это вообще весь проект, он и не планировался изначально как бизнес-проект, это планировался как проект для какой-то реализации своих идей там, и желаний, вот, ну, так как я немного соображаю там в бизнес-процессах, я стараюсь сделать любой проект прибыльным там, или хотя бы, чтобы он мог существовать, знаешь, сам по себе. Ну, вот, чтобы не зависел ни от чего другого, и это важно, я считаю, потому что, ну, если вдруг что-то другое исчезнет, то чтобы этот проект смог выживать. Поэтому важно иметь хорошие настроенные процессы, понимание там прибыли, затрат и как это все работает, вот. Ну, то есть ты находишь какую-то компенсацию в идее, нежели там финансово. То есть ты изначально, когда инвестировал, ты понимал, что ты не вернешь вложенное. Ну, да, я понимал, что я не верну вложенное, но мне хотелось, и, в принципе, это получается, что проект, ну, имел право на самовыживание, типа, чтобы он сам мог существовать, да. Да. Чтобы была команда, были там задачи и обязанности понятные, чтобы все понимали, как этот проект поддерживать в рабочем состоянии, и он мог жить. Ну, слушай, это очень смело и круто, дай пожать тебе руку. Я прям вообще прониклась во время нашей беседы. Ну что ж, ребята, первый блок закончился, и мы переходим к другим участникам формации культуры звука. Побеседуем с другими ребятами, узнаем, как эта организация устроена более детально. Я надеюсь, что вы следите за подсказками. Спасибо, Valentine's. И увидимся через секунду. Хлопать? Ты же привык тоже. Не двигайся. Да, стоим. Ну что ж, друзья, я вернулась. И сейчас я буду беседовать с одним из членов команды формации культуры звука. Это Богдан Заяц. Богдан, привет. Привет. Смотри, я знаю, что у тебя какой-то фантастический музыкальный бэкграунд. Ты из Западной Украины, да, приехал. И ты там играл на инструменте, как называется? Я играл на волторне. Вот, кстати, он лежит. Когда-то давно Валентин об этом узнал и решил мне подарить на день рождения. Но это как бы больше как стёб было уже, потому что чтобы играть на таких инструментах, нужно хорошо практиковаться и должны быть, ну, как бы хорошо задействованные мышцы губ. Вот, это постоянная практика. Иногда можно что-то сделать с ним, но сейчас он чаще лежит и красует это все. Но тогда, когда ты жил на Западной Украине, ты тренировался и хорошо, в принципе, владел этим инструментом. Да. Ну, я играл в детском духовом оркестре. Ну, то есть мой путь начался как бы вообще в музыке с этого. А вот я на самом деле
после того, когда приехал в Харьков, продолжил это делать в Харьковском, в Хаевском духовом оркестре. Я учился в ХАИ и там продолжил это делать. Через какое-то время на 3-м курсе мы собрали группу, где я научился играть на бас-гитаре. Собственно говоря, вот это моя первая бас-гитара, она до сих пор со мной. Да. Вы прям все гитаристы. Ну, мне кажется, просто раньше была такая эра, ну, то есть я помню время, там, 2007-2008 год, когда каждый второй был гитаристом, каждый третий бас-гитаристом, а каждый четвертый барабанщиком. То есть, ну, у меня как-то в кругу друзей именно так все. То есть это было органично. Да, тогда это было очень органично. Ну, а потом ты купил себе первый синтезатор? Знаешь, как все произошло? Произошло все немножко, как сказать, драматично. Там, когда закончился университет, все разбежались работать, учиться, ну, в смысле, кто-то женился, кто-то еще куда-то. Вот, и я понял, что собирать группу уже стало достаточно сложно. И начал находить себе таких музыкантов, которые не будут от меня убегать. Я нашел их в лицах синтезаторов, да. Вот. И понял, что нужно изучать все больше электронную музыку. Я понял, что, в принципе, это то же самое, только как бы теперь это звучит чуть по-другому, и это достаточно интересно, и тоже очень классно с этим взаимодействовать. Ну вот мне Валик рассказывал в первом блоке о том, как попал на твой лайв и впечатлился. Ну, лайв вообще очень сложно играть. Ну, не все продюсеры сразу приходят к лайву. Им некоторым нужно там много лет, чтобы там понимать, как его продакшн работает, как звук свой сделать, а потом только начинают учиться, как играть лайв, собственно, из своей музыки. Но у тебя это произошло довольно Произошло быстро. это все наоборот, как раз по той причине, что я изначально, ну, то есть был больше исполнителем, больше музыкантом, нежели, ну, самым сон-продюсером. То есть я поэтапно, ну, то есть начал покупать какие-то типа себе девайсы. Вот там один из первых моих синтезаторов здесь представлен, Holy 800 и 86-го года. Ну, в общем, суть в том, что эти вещи, ну, как бы меня заставляли. Я купил еще один и понял, что их можно между собой синхронизировать. И я понял, что вместе они классно взаимодействуют, звучат. Потом появилась еще какая-то драм-машина, и я понял, что это тоже прикольно. И потом я понял, что, ну, когда-то, вернее, меня спросили друзья, а ты, типа, собираешься как-то там, не знаю, себе, может быть, что-то другое, кроме синтезаторов покупать? Или ты будешь коллекционировать их всю жизнь? Я говорю, коллекционировать? Меня это как-то задело, так, знаешь, типа, я что, коллекционер, что ли? То я сейчас сыграю, ну, типа, мол, как у меня возник какой-то такой внутренний вызов, что, типа, что я делаю, на самом деле, зачем я их покупаю? Ну да, нужно ими воспользоваться. Да, нужно им воспользоваться, и я поставил себе цель сыграть лайв, и начал это делать, ну, там, мне кажется, в году 2011 был у меня первый лайв, потом через год, наверное, еще один. Ну, это, конечно же, там были свои, как сказать, свой опыт в этом, что-то нравилось, в этом что-то не нравилось, вот, но все, как сказать, развивалось до тех пор, пока аппаратуры с собой на лайв мне не приходилось брать там как бы почти 2 машины такси, ну, то есть, ну, не 2, а полнуторный тариф, то есть мне нужно было загружать внутрь на сиденье, типа, и это привозить, и там 3 ходками ходить, разгружать это все и 40 минут выключать. И в Харькове еще никто в это время, ну, то есть не понимал, что это такое, у меня не было ни аудитории, типа, своей, типа, не было понимания, что это, как сказать... Сложно и круто. Сложно и круто, что кто-то это ценит, ну, то есть, что я понимаю, что есть какие-то ребята, которые меня поддерживают. И в какой-то момент, ну, то есть я решил, что хватит, нужно просто, типа, писать музыку, дальше заниматься, ну, этим. И я, ну, перестал, как бы, писать лайвы, и понял, что нужно все-таки что-то, ну, то есть, наверное, издать. А дальше со мной произошла такая, знаешь, внутренняя, как сказать, борьба, типа, такого около перфекциониста, который все боится и до сих пор, знаешь, выложить что-то, чтобы как бы недоделанное, скажем так. И вот благо вот сейчас я чувствую себя уже достаточно уверенным. Я, ну, то есть, как бы, скажем, грубо говоря, около 10 лет тщательно проходил все эти этапы, то есть написания, продакшена, то есть сведения, и вот сейчас, грубо говоря, до мастеринга, самостоятельным образом это все изучив. И могу сказать, что еще важным фактором оказался продакшн. То есть продакшн, я имею в виду преподавание продакшена. Это то, что посвятило мне мои, ну, то есть как бы недочеты, то, чего мне казалось, что я изучил. Но на самом деле, пока ты не объяснишь другому человеку, ну, что ты это знаешь, ну, типа, ты ничего не знаешь. Ты сам не можешь оценить свои знания. Да. И вот когда я начал преподавать, я понял, что мне нужно доучить. И вот углубляясь все больше и больше в свои знания, я понимаю, что вот сейчас я могу заканчивать свои треки. Я это начал делать и столкнулся со следующим, ну, как бы сказать, следующим вопросом концепции.
И вот сейчас я работаю над тем, что хочу издать свой альбом, но концептуально, то есть все же туда-сюда, ну, как бы двигаюсь, чтобы это было... Не собрал. Материала уже достаточно, просто вот хочется концепт концепцию, да, описать да. красиво, чтобы это было понятно, четко, лаконично и, ну, То есть можно сказать... А у тебя есть релизы уже? нет. То есть первый релиз будет... Да, и, ну, альбом? я же говорю, что я очень сильно, то есть, ну, я понимаю, что это моя слабая сторона, есть у меня много друзей, которые как бы только начав что-то делать, уже релизятся. И я вижу, как ну, быстро это им помогает в их развитии, ну, как сказать, диджейской карьеры и так дальше. Но, типа, я, к сожалению, не знаю, в этом плане вот у меня есть как бы у каждого свои плюсы и минусы. Хочется издать уже так, чтобы было сразу круто. с чистым, или со спокойным, знаешь, так душой, типа, класс. Слушай, ну удивительно, потому что вот в процессе, сколько я тут дважды выступала, с тобой виделась, и с Валиком говорила, и как бы показалось, блин, так у тебя супер опыт, и так странно, что до сих пор тебя никто не знает, и ничего не происходит, и как ты остаешься как в тени, знаешь. А оказывается, у тебя супер бэкграунд, ты уже там с 11 года, уже 10 лет лайвы свои, ну знаешь, как их играть. И, ну, мы ждем. Расскажи о твоей роли в вот этом вот всем. Что ты здесь делаешь? Мне скажешь, что ты супер хозяйственный, за всем следишь, за инструментами. Там где-то что-то доделал, отнес в ремонт, потом ты снимаешь видео выступлений артистов. Ты сколько? 2 раза меня снимал. Вот у вас обычно 3 человека, которые снимают, и ты один из них. Вот что ты здесь делаешь? Какова твоя роль? Я думаю, что основная роль, я развиваю проект. То есть я включен в него максимально, 24/7. Ну, то есть, и я понимаю, что возникает, ну, проект развивался он ступенька за ступенькой. И, ну, то есть у Валентина возникала какая-то идея, ее нужно было как бы пушить, поддерживать, саппортить. И, естественно, большинство задач, которые появлялись, ну, то есть не могу сказать большинство, у нас есть команда, много людей тоже брали на себя часть задач. Но какие-то вещи, которые действительно новые, тоже вот ты упомянула видеосъемку, мы начали привозить артистов, мы решили, что нужно запускать YouTube-канал еще в самом начале и потихоньку его наполнять. Да, я как бы разобрался, как это делать, ходил, начал снимать. Потом у нас появился Дима тоже включился, и он уже, я вижу, что ему больше это нравится, он уже начинает заниматься этим направлением. Но в то же время, там, типа, вот мы запустили студию, запускали ее вместе с Денисом Саксером, и, ну, то есть я, Денис Саксер и Валик. Но сам проект студии, то есть он был как бы скорее от Дениса, он больше максимально был подкован в том, как это все, то есть типа сделать, как это оформить, где должны стоять, ну, там, мониторы, каких размеров стол должен быть, вот. И потом Денис ушел с проекта, и я понимаю, что студия осталась, но нужно это все, ну, как бы дальше развивать, чтобы оно, ну, как бы не просто, мы сделали, класс, Ну, да. а этим пользоваться нужно. для Нужно декораций. оптимизировать все время, нужно типа за этим следить, и нужно вносить какие-то предложения. Ну, в этом я почувствовал как раз-таки то, что этим должен заниматься я. То есть, и, ну, у нас так и в культуре звука, в принципе, происходит, что появляется какое-то направление, кто-то проявляет инициативу, начинает что-то делать и как бы осваивается, типа, у него появляется какая-то зона ответственности за то или иное, типа, как сказать, пространство или ну, как за пространство или действие, которые, ну, то есть, если ты сказал, что ты сделаешь это, окей, все, это твое. Ну, или можно, конечно, отказаться, но я думаю, что чаще наоборот происходит. Многому в процессе научился? Да, многому в процессе научился диджеить, например. Вот, ну, как бы это, да, была интересная как раз история в том плане, что я все время себя, ну, как бы считал музыкантом. И когда мы начали, ну, то есть запустили проект «Культура звука магазин», потом, до того, как появился клуб, мы начали делать вечеринки на разных, ну, то есть в других локациях. То есть пробовать первые вечеринки делать и, естественно, играть на них. Играть вместе, ну, там, с Валиком. И как бы еще, то есть я не умел пользоваться, например, скажем, там, CD-ками, микшером, но я знал Ableton. И как бы я диджейл с Ableton, типа, мне это было понятно, как это сделать. Ну, потому что нужно было, как бы, мы знали, ну, какую музыку мы хотим вещать, то, что нам тогда нравилось. И мы как бы делали это, ну, как бы, мы вещали то, что, чем мы жили в то время, вот. И как бы я знал Ableton, я играл просто с Ableton. И со временем я понял, конечно, что нужно дальше развиваться. Мы открыли школу, я начал изучать как бы все оборудование. И обрел новый навык диджеинга, который в данный момент, я считаю, типа очень-очень сильно сыграл на мне. Сыграл, как бы подсветил мне абсолютно другую сторону музыки,
как она работает, как можно взаимодействовать с людьми, когда ты от того музыканта, задрота, который там, если там возьмем бас-гитару, ты стал и весь в себе, и где-то там, как бы слушая музыку, короче, ну, что-то там типа делаешь, до того, как ты чувствуешь людей на танцполе, до того, как ты понимаешь, что там 2, 3, 4 трека, они уже устали, нужно им дать чуть-чуть отдохнуть, и снова, ну, то есть вот эти волны, которые происходят энергетически на танцполе, и я думаю, что этот навык очень сильно сейчас отображается на той музыке, которую я делаю, и на тем концептом, который я пытаюсь разработать. Вот. Это, ну, я считаю, опыт, который должен пережить, ну, я желаю, чтобы каждый из музыкантов попробовал себя в роли диджея, потому что это дает, ну, как бы, быстрый фидбэк от людей, это дает тебе понимание, что ты будешь делать, как тебе нужно себя чувствовать на, ну, как бы на сцене. И как реагировать, и как реагировать, взаимодействовать с людьми, да. Так, а чем ты конкретно, вот и сейчас альбом, а что-то еще, что ты еще не доделал, но ты в процессе? Я досвожу альбом и хочу его объединить в концепт. В концепт я имею в виду сделать какой-то историю, да, об этом. То есть историю, пресс-релиз, возможно, какой-то небольшой мерч, возможно, то есть мероприятие под это все. Вот. План, как бы, максимум тех возможностей, которые я могу сейчас дать, сделать. То есть, потому что эра информации, очень много информации, и во время карантина тем более. Сейчас много релизов выходит. Нужно как бы хорошо вложиться, чтобы тебя услышали, я считаю. Чтобы отличиться. Ну и отличиться тоже. Чтобы не повторяться, сделать что-то свое оригинальное. Ну, вот это, кстати, тоже, для меня очень важный пункт. Пункт, который приводил меня к экспериментам. Ну, то есть то, что ты говоришь, чтобы отличиться, чтобы что-то принести новое. Вот, для меня, когда я вообще начал изучать электронную музыку, как бы, если там говорить, там, я начал с бас-гитары, то есть это были больше концертная деятельность, ну, я имею в виду там всякие сэшины, там, типа, панк, рок-музыка всякая. Вот, и когда я начал изучать электронную музыку, там, считай, каждое классное мероприятие, я приходил и такой, типа, вау, а что это за звуки, а как они вместе, а что это за ритм? Ну, то есть у меня возникали внутренние запросы, как это построено, как это написать. Я начал изучать, ну, типа, в чем отличие от того бита от этого, ну, то есть и какие наборы инструментов характерны определенным стилем. И вот, ну, как бы спустя это время я понимаю, что в мире есть это и вот это. А что можно принести еще? То есть, ну, то есть мне нравится как бы смотреть, ну, то есть там, на историю групп, ну, то есть лейбла Ninja Tunes, как они начинали, как новаторы, как люди, которые привносили что-то новое, и насколько как бы, высоко они это все как бы, ну, развили, эту всю культуру. Вот мне вот это очень интересно на самом деле. И поэтому хочется, то есть, сделать что-то нетривиальное. Но опять-таки, знаешь, у меня есть такое воспоминание из детства, когда у нас был отчетный концерт оркестровый, и на отчетный концерт приезжал, например, оркестр, президентский оркестр Украины, и давал, ну, типа, свою, типа, там, как бы, часть программы. И вот в это время в основном все артисты, которые приезжают, ну, то есть в зале сидят в основном все артисты. И ждут своего выступления. И мы сидим, смотрим, еще, я помню, немалой, и каждый играет что-то разное. Но когда встает вот этот вот суперпрофессиональный оркестр, начинает играть, они играют очень сложную музыку. Очень сложную, невероятно красивую. Но спустя 10 минут ты, как обычный слушатель, даже как музыкант, ну, мальчик, устаешь от этого. И я понимаю, что, ну, то есть, как бы не все то классно, что сложно. Вот. И в этом, ну, типа, я вижу тоже камень преткновения многих музыкантов, которые очень сильно углубились в детали, которые очень изучили все много, и они считают, что их навыки, типа, они намного круче, чем другие. И недооцененные. Да, и чувствуют себя недооцененно. Да, я понимаю, что вот эта вот грань, ну, то есть золотую середину нужно искать всегда и везде. Ну, то есть на ней можно найти что-то действительно истинное. То есть вот. ты в поиске баланса. Да, да. Круто. Вот. Ну, я тебе желаю удачи с твоим альбомом, мы ждем, мне очень интересно. Ну, реально, тебе уже пора выходить. Пора, я понимаю, да. На сцену, да, потому что ты тут ходишь, что-то делаешь, и мне бы хотелось, чтобы об этом все узнали. Так Спасибо. Спасибо тебе большое. Ну что ж, мы продолжаем беседовать с членами команды «Культуры звука», где мы сейчас находимся, в Харькове. Продолжаем петь «Valentine's» и разгадывать пластинку, конечно же. И сейчас я буду беседовать с Димой Лещенко.
Почти однофамилец. Если бы я поменяла фамилию, были бы прям на одной волне. Дима, значит, очень интересный человек. У тебя образование психиатра. Психиатр, да. Почему? Как такое вообще случилось? Ну, почему? А, Тебе было интересно? Простая, банальная история. Я не любил учиться в школе, и мне там сделали аттестат родители, потом я был вообще абсолютно неосознанным, и мне говорят, пойдешь там в мединститут. Я думаю, ну, нормальное мажорное место. Пойду там в курсе на втором. Я понял, что учиться тоже не прикольно, думаю, буду психиатром. Вот, и но Интересно. психиатрию, да, я начал сразу на конференции ездить, сразу участвовать активно, потому что понял, что все остальное вообще смысла нет пытаться даже учить, а это мне было хотя бы немножко интересно. Вот так я стал, да. Ну и до сих пор интересно, я так понимаю. Нет, абсолютно уже Нет, не неинтересно. интересно, да, уже 1,5 года неинтересно. Получается, я не сказала, но Дима у нас стоит на фейс-контроле. И это очень интересный навык быть психиатром, психотерапевтом и стоять на фейс-контроле. Мне интересно, как это работает и как тебе помогает знания в твоей профессии Слушай, на фейс-контроле. Помогает и не помогает. На самом деле на фейс-контроле в основном нужно быть непредвзятым, ну как бы прийти в нейтральном настроении, чтобы сразу чувствовать людей. В основном все на чувствах. Интуитивно. Чувствуешь, да, чувствуешь, с чем человек пожаловал. Там, пришел он скандалить, там, претензии какие-то предъявлять, там, либо он пришел дарить радость всем. Ну, это очень чувствуется всегда. Слушай, это очень интересно, потому что я вот никогда в жизни на фейс-контроле не стояла. Я просто не умею, как бы, я бы не смогла отказывать, мне кажется, просто. Как так можно? Ну, типа, блин, так жалко, ну пусти, ну, пожалуйста, вот эти вот все штуки. У меня есть друг, он тоже фейс-контрольщик, и он вот буквально на днях мне рассказывал тоже, как это работает. Он говорит, я как будто бы на секундочку становлюсь этим человеком и пытаюсь понять его внутренний мир, с чем он пришел на вечеринку. Но это же самое, Да, что ты один в только что один, сказал. конечно, все по ощущениям. То есть ты Да. на своем месте считаешь? Я не знаю, насколько мне психотерапия там, или психиатрия помогала бы работать. Мне кажется, что я от природы просто так ощущаю эмпатично людей. Но в целом какие-то навыки там, общения, да, важно. Но у нас есть такая штука, у нас нет реверса. Если я сказал нет, это нет. Меня нельзя уговорить, так проще работать. Но в моей жизни были случаи, когда я там говорю человеку, вы не проходите. Он говорит, ну, блин, очень жаль, ладно, окей, я пошел. И я его догоняю, говорю, окей, Серьезно? ты так отреагировал, да, что я могу тебя пригласить обратно, да. Слушай, Пойдем. ну ты сейчас рассказал просто лайфхак, понимаешь? Все теперь будут на фейс-контроле, говорят, ну ладно, ну что ж поделать. Удивительно. А какие были какие-то странные истории на входе вообще? Ну, какие-то... Слушай, ну это Харьков, здесь много странных и страшных историй на входе. И депутатами пугали, и телефонами снимали, и там, и чего только не было, но в целом это тоже тонизирует, как бы учит лишнего не говорить, там, общаться на ровном с человеком. И в целом люди, которых не пускаешь, и они там обещают много всего плохого. Я встречаю их там в городе, и они вот так делают, и Ну так да. все заканчивается, да. А долго ты уже работаешь в фейс-контроле? Ну, с самого начала. Ну, это первое место твое единственное, в котором ты работаешь с фейс-контролем? Да, нет, я еще пробовал быть управляющим здесь, но мне не пошло? понравилось. Не пошла. Не понравилось, да. А как ты попал вообще вот с ребятами? Ну, я так понимаю, ты до этого тусовался же? Ты же в теме? Изначально Ну, был уже? Да, я в теме, и я довольно взрослый. И вообще там Харьков представлял там из себя лет там 20-25 назад. Нас было там 50 тусовщиков. И понятно, что мы все друг друга знали, и потом постепенно я там, несмотря на свою профессию там далекую, да, творчество какую-то, я все равно был там знаком с людьми. И с культурой звука получилось точно так же. Я знал Валика, Валик открывал клуб, я пришел к Валику, говорю, Валик, хочу у тебя работать. Прям так и сказал? Да. Классно. То есть тебе изначально было это интересно, ты хотел попробовать, да? Да, Но ты же да. раньше не работал в клубах. Нет. Это был первый раз, Нет. когда Ну, ты я был в заинтересовался. клубах, да, но не работал, да. Я знаю, что ты сейчас также поддерживаешь людей, больных СПИДом. Уже нет, 15 лет я этим занимался. Ага. Расскажи, Вот. ну вот, какая твоя функция была? Что ты Функция была такая, что я сообщал результаты людям. Там заходит человек, как я кратко говорю, у него плохой результат, да, он плачет,
мы разговариваем, все, он смеется и уходит, все в порядке. Вот ты больше с ним не работаешь или ты дальше еще работаешь с этими людьми? Конечно, саппорт, да, саппорт. И кроме того, ну, это как бы государственная клиника, областной центр СПИДа, и там всегда у пациента есть возможность прийти пообщаться с доктором, психотерапевтом, там, да, если он чувствует, что у него какое-то там гнетущее состояние, там что-то его напрягает, он идет и расслабляется. 15 лет. 15 лет. Это да. очень много. Да. Почему решил остановиться? Стало неинтересно. Неинтересно. Ну, как бы такой есть багаж там. Я уже послушал все вопросы, нашелся, как на них ответить, на все, и все закончилось. Исчерпал. Неинтересно все полностью. А что интересно сейчас? Ну и мрачно. Мрачно? Да. Мрачно, да. Тяжело. Не тяжело? Я не выгорал 15 лет, но я заметил потом, что все-таки начал я как-то немножко вот изо дня в день, оно все-таки дает какой-то такой эффект накопительный. И вот оно само собой так начало получаться, что какие-то знаки, там, Дима, уходи, так, какие-то такие вот. И я, да, откликнулся на них. А что сейчас интересно? Я знаю, ты фотографией занимаешься. Сейчас интересно жить красотой. Вообще хотелось бы каждый день просыпаться и только лишь вдыхать свежую красоту и этим жить, да, вот это интересно. И Ну, что олицетворяет эту красоту для тебя? визуальный ряд, да, я визуал, и мне нравится. Поэтому визуальный фотография, ряд. собственно. Фотография, да. Сейчас активно там в оперке я работаю, вот, ну, это для денег. То есть можно сказать, да, что ты работаешь, основная работа, это... Сейчас в оперке, да. Да. Это ретушь? фриланс-биржа, да. Ты ретушируешь Да, фотографии. да. И по ночам работаешь на фейс-контроле. До сих пор нравится? Фейс-контроль? Да. Ну да, это всегда такой вызов какой-то, всегда тонус, всегда так. Просто 15 лет я работал каждый день, был на работе в 8 утра, и у меня есть привычка, внутренняя потребность хоть когда-то, ну, быть в тонусе. Вот тот тонус, когда там от твоего слова зависит там 2 года жизни человека, от любого. И это очень важно. И я ушел, и мне стало не хватать вот этой всей какой-то вот тонуса самого. Поэтому, да, наверное, гармонично так фейс-контроль появился. То есть ты нашел компенсацию, у тебя как раз баланс. Фейс-контроль, и ретушь, красота, и все вообще со всем Ну, своим багажом, слушай, знанием, чем опытом. больше дисбаланс, тем интереснее сделать баланс. Поэтому такая история. Я Как поняла. хочется ж быть как жемчужина, чтобы становиться Согласна. лучше. Да. Интересно, это интересно, да. Ну что, спасибо тебе за то, что ты сторожишь это святое место и фильтруешь и подбираешь правильных людей на входе, потому что это одно из ключевых успеха хорошей вечеринки. Да, Так что я пью за да. тебя. Спасибо. Давай. А можно остановить песню? Блин, я так не люблю. А, все, сори, окей, да. Все, не парься. Все, пишем. Да, да, да. Ну что ж, друзья, мы переходим к моей любимице. Ну, на самом деле, я очень люблю этого человека. Это Оля Удовенко, образцовая тусовщица Харькова. Да, мне кажется, что в каждом городе есть определенные люди, которые вот держат на себе такие пласты прямо культурные. Оль, расскажи немножко о себе, познакомь, точнее, вот ребят с собой, потому что я-то тебя знаю. С чего все началось? Как-то ты же приехала из Да. Востока. Да, я не родилась в Харькове, родилась в городе Бахмут, это в Донецкой области, и приехала сюда учиться, наверное, лет уже 8 назад. Да, и здесь закончила университет и осталась, мне очень нравится Харьков. А специальность? Экономическая кибернетика. Ого, серьезно? Да, я обожаю просто, типа, какая у тебя специальность? Экономическая кибернетика. Только ради И этого. все сразу падают. 6 лет, да. Сразу уровень топ. Да, на самом деле, да, это просто связано с экономикой, математикой и программированием, но не сильно связано со мной. Уже так получилось. Ну, Валик в первом блоке рассказывал, что ты очень сильно к себе притягиваешь, и он очень хотел с тобой дружить, потому что ты такая классная. И типа ты там работала в каких-то шоурумах сначала, да? Я работала в кофейной вот этой тусовке. Мне всегда нравилась причастность к какой-то комьюнити. Вообще, когда у меня такой был сакральный момент, когда я там уже слышала о том, что откроется магазин пластинок в моем доме на первом этаже, но мы как-то гуляли, и написано «Культура звука». И я думаю, блин, вот это да, меня прострелило.
потому что причастность к развитию какой-то культуры мне всегда была очень интересна. И на тот момент я занималась, там, работала в кофейнях, даже у нас был несостоявшийся опыт открытия, там, я как в роли менеджера запуска проекта тоже была. Вот. И мне нравилось развивать эту культуру, потому что тогда там еще были эти все вопросы с принятием новых каких-то напитков, культуры потребления напитков. Вот. Но наши отношения разорвались уже с кофе. Я четко поняла, что больше нет, не хочу. И была в поиске чего-то нового. И прям, ну, типа, рассылала реквесты на все космические почты, типа, нужно что-то другое, приди что-нибудь. Вот. И с Валентином мы познакомились у меня дома. Я жила со своими друзьями в большой такой квартире. У нас такой был, короче, мини-коммуна такая, да. Вот Дима тоже с нами жил. И Алекс тоже, блин, да. Это, короче, место, из которого вышли многие истоки культуры звука, на самом деле. Вот, и там на кухне мы познакомились с Валиком во время одной из какой-то вечеринок. И потом я искала себя, мне очень интересно было, я там собирала пластинки, у меня был какой-то первый проигрыватель, мне нравилась очень музыка с детства. И тут моя подруга, которая привела Валика на эту вечеринку, говорит: а помнишь этого чувака? Он открывает магазин пластинок у нас на первом этаже в доме. И я так типа, что? И, ну, это меня поразило просто, эта информация, потому что она как раз была в тот момент, когда, ну, я буквально, типа, там, думала, можно какой-нибудь классный чувак откроет магазин пластинок у меня на первом этаже в доме? Ну, это прям была какая-то работа мечты, да. И вообще, в принципе, работать в рекорд-сторе мне казалось невероятно романтичной какой-то затеей. Вот, и я пришла, там, постучалась в окно, Валик там с чуваками стелил какой-то ковролин. Ну, и у меня был такой простой поинт, типа, можно что-нибудь делать, что угодно. Мне не нужна зарплата, мне нужно просто что-нибудь делать. Любые задачи я тут могу, то все, могу Инстаграм вести, что-нибудь еще. Вот, и я работала в магазине. У нас была тогда команда, ну, я, Валентин, Денис Саксер, который потом там большой вклад внес уже в открытие клуба, и Саша Ветлугин, который занимался непосредственно, ну, как бы, это партнер Валика, он, наверное, рассказывал с точки зрения там салона, хай-фая. Вот. И трое парней, которые классно шарят в звуке и в технике, и я, которая просто делает все остальное, какие-то штуки. Там, и мы организовывали, ну, еще до того, как я работала в кофейне, я там делала небольшие вечеринки, мне интересно было организовывать какие-то, ну, вообще события, как-то собирать людей, создавать какую-то атмосферу. Вот до сих пор мне кажется, что лучше всего у меня получается в жизни. Вот. И мы делали небольшие сначала вечеринки как бы в магазине, в комнате прослушки. Это были потрясающее время, очень классное, супер душевные какие-то у нас были моменты, всегда по воскресеньям классные люди собирались, классная музыка, в этом всем была крутая какая-то такая идея, цель, ну вот поток такой несся, и, ну, и до сих пор все классно, вот. Я, собственно, очень рада, что это со мной произошло. Это такой, наверное, подарочек от Вселенной, спасибо за это. Ну и постепенно какие-то появлялись новые задачи, там возникла идея школу открыть, и вот я там школой стала заниматься, потом возникли новые задачи по клубу, я их там подхватывала. Ну подожди, тебя же там научили играть. Да, да, я была первым выпуском школы культуры звука, да, и у нас тогда была вечеринка выпускного на как бы дне рождения шоурума одного. И я помню, это вообще великолепный какой-то момент, супер эмоциональный. Я отыграла свой сет и пошла в туалет плакать. Вообще для меня это был какой-то взрыв мозга, типа что-то очень интересное, запоминающееся на самом деле. Мечта сбывается. Да, я не мечтала быть диджеем никогда, на самом деле. Я помню, первый раз я пришла как-то на дискотеку, и там, ну, я-то привыкла в Артемовске, в Бахмуте, где я жила, что все тусуются, играют какие-то песни, все общаются там. А тут я прихожу, и все стоят и смотрят, ну, типа, на диджея. А он, типа, что он там делает? Песни ставит, что все туда смотрят? Непонятно вообще. Но я изначально не была адептом этой культуры какой-то момент. И потом у меня был вот этот переходный момент, когда я начала вообще вливаться в эту всю историю и постепенно как бы понимать ценность этого. И на тот момент, когда уже мы там делали первые вечеринки, для меня это прям была какая-то уже своя стихия. А что ты делала? Вообще, вот расскажи, что ты успела сделать в последовательности, как ты развивалась с этим проектом. Звука, да? Ну да, и что ты делаешь сейчас, вот от начала до настоящего момента. Да, интересно. Ну, сначала я вела SMM,
И там просто структурировала пластинки, работала в магазине, консультировала людей, организовывала всегда вот эти наши мероприятия. Потом появилась школа, и я занималась разработкой программы школы и менеджила ее операционно. Ну и как бы со временем у нас школа уже как бы расширялась, разрасталась. И ну, на сегодняшний момент я уже не занимаюсь админкой совсем, и только занимаюсь тем, что ищу преподавателей, придумываю концепты курсов, курирую коммуникацию, всю, что связано со школой, наш СММ. Уже не веду страницу школы, его ведет отдельная девочка, просто ее как бы менторю. Вот. И, ну, как бы просто чекаю всегда, общаюсь с преподавателями, ну, стараюсь максимально быть, ну, изнутри во все процессы вливаться. Я тоже училась и продакшену, и, там, и клавишам, и, ну, как бы я диджей тоже это как бы изнутри понимаю. И стараюсь как-то держать вот именно планку как качество, что-то приносить новое, вот с этой точки зрения. Ну, и я занималась СММом все время. Но потом в какой-то момент у нас там стали появляться другие еще люди, которые занимаются СММом, но я все равно этот процесс курирую, ну, как бы там, задаю ему какую-то волну. Да, Вот. направление. Да, и я неизменно сейчас пишу тексты всех наших, ну, именно вечеринках о артистах, потому что я их приглашаю, и как бы кому как не мне, ну, у нас такой подход сформулировался, что мы, когда пишем о вечеринках, не пишем, типа, там, почему считается, типа, что этот чувак крутой, а почему мы решили его привести. И я обычно пишу супер личный экспириенс. Когда я пишу там, типа, там, мы, то это я там могу упоминать о каких-то событиях, которые лично со мной произошли, или там лично с Валиком. Ну, то есть это какая-то, типа, личная история. Да, наша личная история. Наш друг, вот мы считаем, что он классный чувак, он там смешно шутит. Ну, какие-то такие штуки, которые непосредственно с нами резонируют. Ну, и оживляет месседж, собственно. Да, вероятно. Вообще классно, когда весело. Я очень люблю, чтобы было весело. Но это я уже это поняла. На самом деле я тебя прям искренне полюбила с момента, когда мы начали с тобой вот, ну, как бы вообще столкнулись, общались из-за того, что ты очень классный менеджер клубный. Ну, то есть, когда я там подтверждаю с вами какой-то ивент, вот ты реально в теме всего, и ты максимально вездесущая. Вот, что бы ни произошло, там, что на месте не лежит, ты сразу раз, все на место поставила, все работает. Ну, это запуск такой, знаешь, кнопка запуск. Да, ну оно просто все, ну из-за того, что, во-первых, я тут как бы связана с этим местом, оно для меня очень личное, ну типа у меня нету отношения к этому как к работе. Понятно, что оно есть понимание в контексте ответственности, что это моя работа, но в контексте того, что это меня каким-то образом обременяет, ну, это не так. И здесь, в принципе, все, ну, достаточно на личных связях. Ну, для меня все участники команды как-то со мной связаны, ну, на таком уровне, на очень глубоком. Ну, типа, там, вот с Димой мы жили вместе, с Алексом мы жили вместе, с Аней мы сейчас живем вместе. И как-то так, типа, получается. Валентин вообще, ну, какой-то удивительный, наверное, один из самых важных людей в моей жизни. И, ну, там, я иногда говорю, что если бы Валик, типа, не занимался клубом, шил обувь, то я бы с удовольствием шила обувь, потому что, ну, как бы, Валик и Света — это такие люди, которые, там, как бы, светят мне свет, показывают путь. И поэтому, естественно, получается такой момент, что везде какие-то затрагиваются аспекты, потому что штука очень личная, и ну, мне там все важно. Когда мне говорят, типа, до скольки ты работаешь, или там, сколько тебе нужно времени, я говорю, ну, чуваки, можете забрать меня в 2024-м, я тут найду чем заняться вообще. Ну, мне просто можно уходить домой, когда, в принципе, там, сильно уже надо спать, или, например, есть какие-то дела другие. А так, в принципе, всегда есть чем заняться, всегда есть куда вкладываться, и хочется побольше, конечно, Ну, да. везде, но надо. Сейчас появилось много помощи классной. Вот у меня появилась Марина, спасибо. Марина вообще делит со мной хлеб и соль, ну, почти во всей моей работе. У нас разная ответственность, но я как-то обо всем с ней могу поговорить и во всем доверяю ей. Вот. Но я там не занимаюсь операционкой по школе, не занимаюсь финансами, не занимаюсь там какими-то админскими штуками по клубу, и больше занимаюсь коммуникацией, ну, как бы составляю лайнапы для вечеринок,
коммуницирую со всеми артистами, с менеджерами. Букинг. Да, букинг, собственно, на мне. И, ну, артист-спорт, моя любимая часть. Моя тоже. всего. В твоем лице это точно. Мои работы, да, очень назвать работу смешно даже. Ну, типа там, нужно тусить с артистами, о нет. Да, и со всеми. Ну, это на самом деле, при том, что когда я пришла в эту всю сферу, у меня не было какого-то опыта в работе клуба, как работает клуб, как работает букинг. Вообще в электронной музыке я очень плохо разбиралась, только со стороны танцующего на танцполе человека. Но именно из-за того, что каждую неделю кто-то приезжал, крутой, мощный, и личная коммуникация, это возможность общаться напрямую, она меня супер быстро, ну, как-то Образовала. Да, образовала. И я очень благодарна этой возможности на самом деле, потому что мне было страшно постоянно на ощупь какие-то новые задачи. У меня всегда есть такой синдром самозванца, типа, о боже, мне что нужно это делать, я же тут не шарю. А потом так класс-класс, проходит совсем чуть времени, и уже вроде бы появляется какая-то уверенность. Вот, поэтому у меня классная работа, классная команда. Ну, можно сказать, что ты один из центров этого всего, потому что ты такая, ну, типа, публичная, ты везде, и как бы все знают, что ты, ну, знаешь, ты такой открытый человек, которого всегда все видят, и ты, ну, прям реально везде, вот, куда ни посмотри, везде ты такой, типа, о, опять ты, и тут ты. Наверное, так выглядит действительно, но на самом деле центров-то их много, и это просто какой-то такой центр, который вот самый... Оперативный. Да, на поверхности находится, потому что он связан с людьми. Ну да. Как бы, а если бы я только общалась с людьми, а тут все это не строилось, то не о чем было бы общаться. Вот Да. поэтому. А мне Валик рассказывал, я не знаю, ошибается он или нет, потому что это же ваша внутренняя команда, что ты школу в Киеве запускала, да? Ну да, ну как мы это вместе ее запускали, вот Не, ну Димка с понятно, Зайцем. Но как бы момент, что появилась идея, вообще изначально все, что говорит Валик, мне страшно, и я бы типа не приняла таких решений. Но это как раз ну, такое одно из самых сильных качающих меня факторов, потому что когда там была идея открывать школу в Киеве, у меня было такое типа, в смысле школа в Киеве? Ребята, вы точно уверены? А Валик, типа, он такой straightforward. И... Он стратег. Да, и ну, нету страха ошибиться. Это потрясающее как бы для меня такое светило. И, ну да, и мы там начали думать, кого можно пригласить в качестве преподавателей, какой концепт у этого всего должен быть, какой месседж, как это, типа, ну, какие-то вот эти вот процессы. И мне, допустим, когда я думала о том, кого можно пригласить, предлагала варианты там, Валику, в первую очередь, я же эти все люди, я их привозила, как бы, как Ну, ты их артистов. знаешь, да. Да, и есть разные артисты, есть очень крутые, но которые классно там шарят, могут классно даже выступать. Но от них нет вот этого вайба, что ты с ними пообщался там 10-15 минут, и тебе уже кажется на какой-то процент, что музыка — это вообще самая важная в мире штука. Вот есть просто люди, которые накрывают, вот, ну, у них как-то энергетически это ощущается, и они, ну, у нас в команде достаточно разные диджеи, не только с точки зрения их музыкальных вкусов, а с точки зрения уровня и аудитории, на которую они направлены. Есть там Даша Колосова, есть Давид Шамиев, ну как бы они вообще из разных вселенных. Но у них у всех есть вот эта тема, что с ними общаешься и как-то вот залипаешь, потому что они как-то так транслируют искренне свою любовь к этому. И Заражают да, всех да, вокруг. и заражают всех вокруг. Как бы у нас же тут все по поводу заражения, и, ну, это эмоциональная история, мы же тут не учим высшую математику, вот, поэтому, хотя музыка и математика, конечно, очень связаны, я считаю. Я согласна, да. Есть в этом что-то. Да, завораживающее меня особенно. А что сейчас происходит? Чем ты сейчас занята? Ну, у нас был карантин, и мы вышли из этой спячки кратковременной. Сейчас основное мое внимание направлено на наше ближайшее будущее в плане как работы клуба. И я очень надеюсь, что этот период уже как бы немножко раскачивается и выходит уже как-то мы так немножко свободнее себя будем чувствовать. Это все-таки лето, новый сезон, и у меня там в это время с точки зрения моего восприятия музыки сильные произошли трансформации. Это все, конечно же, накладывается на мое видение лайнапов вечеринок. И сейчас большую часть моего внимания направлена именно на клуб. Но есть супер много каких-то важных идей, которые хочется развить в плане школы. Я периодически там туда наездами приезжаю. И в Харькове, и в Киеве. Следишь
следишь за всем. Ну да, но я, конечно, подсматриваешь мне так. всегда кажется, когда я представляю себе мою поездку, что я приеду и буду сидеть там, наблюдать и так говорить, типа, вот этот моментик, фиксить штуки. В итоге я заезжаю в Киев, и там просто бомба какая-то взрывается, все происходит одновременно, я ничего не успеваю, я залетаю в школу, за мной залетает 5 человек каких-то, начинается какой-то кипиш, просто, все очень как-то... Киев для меня сильно другой, вот в плане вайба. Я это очень остро ощущаю, и обычно я там делаю много всего в секунду в киевской школе, но хочется прям еще так повнимательнее наблюдать. Так нужно немножко больше времени, чтобы пережить этот ураган. Ты же сама ураган сама Да, по себе. да, так получается. Прилетела, такая, волосы дыбом, глаза квадратные, все поделала и улетела. Тебе нужно немножко задержаться и побыть там дольше, чтобы вот пережить первый этот этап, а потом попуститься и уже наконец понаблюдать. Да, точно. Но, а прикольно. что ты считаешь там, не знаю, мне вот интересно, что ты считаешь самым своим большим достижением вклад? Вот что-то такое твое любимое, что ты сделала, и, блин, круто, это я сделала. Вау, интересный вопрос. Блин, не знаю. Но мне очень нравится киевская школа. Мне нравятся команды. Вот они классные. Они так хорошо сочетаются. Это прям вообще... Я иногда думаю об этом концепте и как они вот собрались. И когда мы там собираемся на какие-то собрания, я наблюдаю за ними, мне прям кажется, что это вообще числа Фибоначчи. Там, ну, типа, все так идеально. Они так друг друга дополняют. Но, конечно, хотелось бы еще направление продакшена уплотнить еще, потому что Даня, он беженец, он как бы его меньше, чем хотелось бы его, конечно, клонировать на несколько дань. Вот. Но в плане там нашего направления диджеинга, мне кажется, это прям супер классная команда. Ну, мне кажется, что лучше. Ну да, но это не я сделала, они это сделали сами. Ну, я думаю, что все вместе, да, так как-то получилось. так Но ты это- же подбирала просто, Да, поэтому но ты это все было сделала для правильно. Для меня важный момент. Я очень боялась Киева, и мне прям страшно было. И когда это произошло, у нас еще было прикольно, вот Валик упоминал о этой компании, которую мы сделали с ребятами из 3Z. И ну, там просто был момент, что мы там приехали, это все открытие, супер много, короче, событий, и потом мы клеили постеры с моими друзьями там в 4 утра, и потом мы их отфоткали, и все это, ну, когда там долго не спишь, что-то активно происходит, а потом видишь результат, и вот когда вышел этот пост, и я просто посмотрела на лица этих преподавателей и почувствовала этот отклик, ну, тогда я прям почувствовала, ого, типа, классную штуку сделали. Загордилась. Ну, типа, да, вообще блин, а почему приятно нет? было, классно. Да. И я думаю, это круто работает. Действительно, там классная атмосфера. Меня прям удивляет, насколько это прикольно работает, потому что мне всегда здесь мы тут создаем ну, своим присутствием каждого из участников. Ну, если бы нас тут, не знаю, неделю не было бы, а потом ты заходишь в пространство, это ощущается. Ну, как-то мы тут все качаем. А там все-таки девчонок, вот у нас двое, и, ну, я преподаватель, но там все равно энергия есть, и она наша. Я вот там приезжаю прям как в гости Чувствуешь к себя дома. родственникам, да, там она там даже выглядит точно так же, на самом деле, это так прикольно. У вас получилось, да, это сделать? Да, и перенести? оно работает, оно ощущается, это как бы, и поэтому мне это очень нравится, это классно, что это есть. Это моя зажигалочка. Спасибо тебе большое. Прекрасно. Давай, за тебя. И за культуру звука, конечно же. Класс. Последний участник, которого мы сегодня опрашиваем, это Марина Довгань. Она занимает очень важную должность в этой компании. Марина, расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься в культуре звука? Уже не первый год не задают вопрос этот знакомые, друзья, и я до сих пор не придумала классный ответ. Потому что, да, нужно придумать какое-то название для должности, отвечать, вот, поэтому обычно рассказываю, что я делаю. На мне менеджмент, на мне финансовые вопросы, управление проектами, то есть в основном функции какие-то менеджерские. Ну, финансы — это очень ответственное дело, на самом деле. И если бы у культуры звука не было толкового человека, то, я думаю, этот проект не был бы успешен. Поэтому ты одна из тоже очень важных Поэтому ты одна из очень важных и ключевых фигур в организации. Ты, ну, ты по профессии кто? У меня есть фармацевтическое образование и экономическое. Я большую часть жизни работала в фармотрасли, в закупках, в продажах, то есть максимально далеко от электронной музыки. Вот. И когда Валентин открывал клуб, он меня пригласил
работать, говорит, приходи, будешь администратором клуба. Я совершенно была поражена предложением, и я не смогла сложить вообще в голове эту картинку, то есть я не сомневалась. Что тебе требуют? Да, я не представляла себя в этой роли, я не представляла, чем занимается этот человек, и на тот момент отказалась. Хотя ни секунды не сомневалась в успехе, да, и что Валик сделает классный проект, вот, но себя я почему-то в эту картинку поместить не смогла. Вот, и тогда клуб еще строился, потом он уже открылся, и я все равно тянула как-то. Рассматривала вечеринки больше как досуг и никогда не думала о работе в этой сфере. Вот, и начала работать, у меня была основная работа там, финансовым аналитиком, и когда открылась культура звука, я работала по субботам кассиром. Здесь? Вот, да, да. Все-таки пришла и Всё решила равно что-то попробовать? Тянула, да, все равно было интересно, но хотелось как-то прикоснуться, да, и Понять. познакомиться, да. Вот, и потом не смогла уже остановиться, то есть меня очаровала команда, место, люди, все. Вот. И это интересный был опыт, интересная работа, потому что ты, когда ты стоишь на входе, ты видишь всех гостей, которые приходят, ты со всеми общаешься. И я была потрясена, какие люди приходят, какие гости у нас классные, и я поняла, что уже мне хочется сюда. Зарядилась. Вот, да, и прошло немного времени, и Валентин сделал повторное предложение, и я уже, конечно, не отказалась. Но ты говоришь, что я далека была от электронной музыки, но ты же ходила там на вечеринки. Как вы познакомились, собственно? Или просто Валик пришел и сказал, вот я там слышала о тебе, знаю, что ты эффективна, пожалуйста, помоги. Нас познакомила давно уже Света, жена Валика, мы дружили, и с Валиком мы познакомились на Z Games. Я приехала с друзьями туда, а Валик работал там барменом, такой был экспириенс вот, на Казантипе и потом на Z Games. Вот, и мы познакомились, конечно, я сразу влюбилась и поняла, что классный чувак, да, и как бы мы продолжили общаться, и там много было вечеринок, и каких-то общих друзей у нас много, но тогда еще о совместной работе речь не шла. Позже, да, позже сделала предложение, и я пришла сюда. И первое время я была немного в шоке, потому что культура звука сильно отличается от других компаний, других офисов. Это совершенно другая атмосфера, другая структура, да, и другие ценности, собственно. Вот. И я, конечно, я себя чувствовала очень странно, потому что я, когда пришла, первой моей обязанностью было администрировать школу диджеинга нашу. Вот. И я от слов pitch, фейдер падала в обморок. То есть что говорят все эти люди, в чем суть вообще, что они там крутят. Я не понимала ничего. И было сложно, но прошло немного времени, да, и там погружалась, разбиралась, и ребята все поддерживали, команда вся поддерживала, и прошло совсем немного времени, и, в общем, чувствую себя как дома, да. Скажи, пожалуйста, что, ну, я так понимаю, что ты занимаешься такой, ну, из-за того, что ты занимаешься такой ответственной частью, там, было такое, что когда там ребята принимали какое-то решение, ты говорила, так, минуточку, вот это вот не так, вот лучше сделать вот так, то есть, или ты просто как бы функционируешь на другом уровне? Как это работает вот у вас в команде? Ты же влияешь на какие-то решения, там, рекомендуешь, конечно, советуешь? Конечно, да, но у нас все вопросы обсуждаются, да, и нет такой прям жесткой иерархии, что ты там сюда не лезешь, а вот это твоя работа. То есть здесь практически в каждом проекте, в каждом направлении у нас командная работа. И все обсуждают, все советуются, все говорят свое мнение. Кто-то более экспертен, кто-то говорит мнение там, со стороны, да, взгляд свой. Но мы договариваемся и находим общее. Ну, а было такое, что ты там уберегла ребят от какой-то ошибки или там подсказала, что как лучше и что лучше сделать, чтобы это работало более эффективно? Ну, то есть вот этот вклад. Есть постоянные какие-то, да, как увеличить прибыль компании. Да, нужно поднимать доход, либо сокращать издержки. То есть это постоянная работа, когда ты смотришь, где мы потратили лишнего или где мы можем заработать больше. Но культура звука, мне кажется, создавалась не как коммерческий проект, да, и тут немножко в этом отличие как бы от обычного бизнеса, где там, цифры, деньги на первом месте. То есть если есть классная идея, если есть желание команды, есть силы реализовать, то
деньги немножко уходят на второй план, то есть когда общий этот вайб что-то сделать, создать, и там, Валик может прийти и сказать, вот я хочу, и все, и делает. То есть, ну, я не буду там- Ультиматумно. Мы все, да, мы все доверяем, мы прислушиваемся, идем за ним, поэтому там, в такой ситуации не скажу, что, ой, это что, мы там потратим тут деньги, там, давай не будем делать. То есть это ощущается, ну, в работе в ежедневной. Ну, так как ну, у тебя такая важная функция, мне кажется, что тоже очень важно быть именно эффективной с этой стороны, потому что здесь все такие, как будто бы в облаках, знаешь, летают. Оля, Богдан и Валик, все такие какие-то заряженные на каком-то другом, на других частотах, а у тебя именно такая вот понятная деятельность, что вот все цифры, графики. Ты права на 100%, да, вот ты поймала, потому что когда мы с Валиком еще обсуждали эту работу и возможность, да, и он говорит, мне нужен человек, который будет упорядочивать хаос, который будет в среде творческих людей, которые летают в облаках, да, или в музыке, или в каких-то проектах. Нужно немножко все это структурировать, упорядочить. И я жуткий задрот. У меня цифры, таблицы, графики. То есть я, ну, там, другой склад ума, да, и другой человек. Вот. И мне кажется, что этим я балансирую, да, команду. А с точки зрения твоего личного вот опыта и ну вот ты там работала в разных компаниях до этого, и как вот ты, наверное, больше зарабатывала, чем здесь? Бывало по-разному. Да, вот как объяснить людям, что это немножко, ну это же необыкновенный бизнес, необычный и очень такой чувствительный на самом деле, потому что клубная культура, вся эта музыка, вечеринки, это такое невозможно все это, ну, как бы очень сложно делать какую-то стратегию, план, по которому ты будешь следовать. Чувствуешь ли ты иногда такое, что типа возможность о том, что думаю, в другом месте я бы, наверное, там больше зарабатывала, там была бы более там успешная в этом смысле? Посещают такие тебе мысли? Я так не думаю, потому что для меня важно приходить каждое утро просыпаться и радоваться, что я иду на работу. Вот, то есть для меня здесь абсолютно мои люди, моя команда, все очень близки по духу. И вовлеченность здесь участников команды в происходящее я не видела такого нигде. То есть для каждого очень важно сделать классно, выполнить проект, там, закрыть свои задачи. Не потому, что за это заплатят, не потому, что кто-то поругает, не потому, что у тебя там в таск-менеджере прописаны задачи, сегодня дедлайн, а потому что каждый внутри в душе горит культурой звука, да, и тем, что мы делаем. Вот. И для меня это важнее. Хорошо. А расскажи нам о каком-нибудь самом убыточном или финансово провальном проекте Я или думаю, что мероприятии. самое как это, убыточное для всех в нашей сфере, да, мы все понимаем, это, конечно, пандемия, карантин. То есть я вспоминаю март 2020 года, у нас на несколько месяцев вперед были запланированы привозы, букинг, билеты, перелеты. То есть мы там, за достаточно долгий срок планировали, были уже договоренности и какие-то там оплаченные моменты, которые там, невозвратные билеты. То есть когда просто в мире происходит такое, никто не понимает, что будет дальше и как будет происходить дальше. И да, мы какое-то время были в шоке. И, это ударило, да. Да, то есть кроме того, что мы потеряли уже деньги на, как бы, на те вечеринки, потратили, которые не случились, было непонятно, что дальше, когда мы откроемся, когда сможем работать, что мы можем сделать, в каком формате. Вот это был самый сложный момент, наверное, да, много неопределенностей, страхов, и непонятно было, что будет дальше. Вот. А так, в принципе, мне кажется, что сейчас мы становимся на ноги, да, плюс-минус, адаптируемся, там, как можем в этой ситуации. И снова все заработает. И снова все будет классно, да. Ну, ты чувствуешь в этом проекте свою максимальную самореализацию как специалиста? Я думаю, что еще какие-то проекты, которыми я буду гордиться, я думаю, что они еще впереди. Но да, я чувствую, что я реализую себя, свой потенциал. Круто. Ну что, удачи тебе со всеми таблицами и будущими доходами компании, чтобы ты говорила, ребята, мы тут заработали кучу миллиарды. денег, да, наконец-то. Класс, спасибо большое. Спасибо большое. Ну что ж, ребята, мы закончили с командой и со вторым блоком и перемещаемся к Валентину домой, где мы поговорим о более личном, ну и немножко более подробно о том, что ребята делают, идеи и так далее.
Спасибо большое, Балантайн, за партнерство и достойное сопровождение. Надеюсь, что вы почти угадали пластинку или уже угадали, которую я разыгрываю сегодня. Ну и обязательно подписывайтесь, лайкайте, дизлайкайте, комментируйте, шерьте, поскольку история культуры звука и вообще Труток — это... Ну, я по фидбэку и по отзывам людей поняла, что это не бессмысленный проект. Надеюсь, что он приносит пользу не только нам, но и вам тоже. Давай, расслабимся. Друзья, мы переехали на 3-й блок, последний блок в этом сезоне. Это печально и грустно, я немножко волнуюсь, и столько всего происходит, и, короче, спасибо большое. Сегодняшний день потрясающий, я вдохновленная, сижу, попиваю из стаканчика Valentine's, довольная, и да, хочу просто перейти к личному блоку и побеседовать с Валентином Боболем, моим сегодняшним гостем, который стартовал с культурой звука и с ребятами вместе взрастили прям серьезный культурный пласт в этом городе, в городе Харьков, за что вам большой респект. Мы находимся сейчас в квартире, в которой ребята селят артистов, когда приезжают к ним в гости, потому что временно ребята делают ремонт дома, и мы не можем показать личный спейс Валика, но этого тоже достаточно посмотреть, где вот, собственно, ребята селят своих гостей. Ну, не только артистов, просто друзей еще. Ну, да. Ну, Я хотела еще поговорить, знаешь, вот обычно, когда я прихожу домой к кому-то в гости, ты же здесь не один живешь, а со Светой. да. Вот ваша личная история, где вы познакомились, Света — это жена Слушай, мы Валика. познакомились в интернете на сайте знакомств. Серьезно? Да, Я вообще не подумала бы. Да, и это было 15 лет назад. Вот, это супер давно, еще тогда не было Тиндера, не было Баду, по-моему, это был Мамба сервис, и мы тогда познакомились, и вот как бы с того времени тусуемся вместе и живем. Ну, вы Ну. прям вот, когда я на вас смотрю, мне кажется, что это вот действительно олицетворение двух половинок. Мне кажется, вообще просто не разлей вода, и как-то вот сосуществуете в каком-то одном вот шарике, знаешь, вот это, так я это вижу. Ну, это, да, это ты так видишь, в принципе, это достаточно большой срок, 15 лет, и там были разные этапы, и разные договоренности, к которым мы приходили. Вот, 15 лет сложно прожить с одним человеком, наверное, если не коммуницировать, не давать друг другу там определенной степени свободы. Вот, и у нас вот удается. Не всегда, конечно, гладко, там иногда бывают, конечно, какие-то напряжения, но мы стараемся всегда общаться и находить какие-то компромиссы, уступать друг другу. У нас общие цели, у нас общие дела. Мы вместе занимаемся и работой, и культурой звука, вот, всеми проектами, вместе путешествуем. Очень много чего вместе. Это такая командная игра. Вот. Света участвует как-то в жизни культуры звука? Да, участвует. Она участвует во всех процессах. Она там была инициатором делать нашу фирменную вечеринку Naked. Вот, это вечеринка. Это была ее идея? Это была ее идея, да. Она любит такой формат, она любит открытость. И, в принципе, она долгое время там она жила в Берлине, уезжала там на несколько месяцев, на месяц, вот, и в Берлине тусовалась по разным клубам, и вот ее любимый клуб KitKat, она, там много чего у нее связано с этим местом, и формат она взяла, в общем-то, оттуда, и это ее любимый клуб, и она принесла в Харьков кусочек вот этого проявления как бы свободы выражения людей, и идея как раз в том, чтобы каждый мог чувствовать себя, кем он хочет в этом формате. Вот у нас дресс-код, он довольно строгий, мы вообще не пускаем тех, кто не подготовился, вот, при этом мы озвучиваем его как секс, фрик, фетиш, одежда. Совсем голыми к нам ни разу никто не приходил. Вот это частый вопрос на Naked.
что надо голыми приходить, вот, но нет. И это очень популярная вечеринка. Наверное, самая большая очередь за всю историю вечеринок в культуре была на Naked. Она была метров, наверное, ну при том, что у нас клуб там крошечный, у нас очередь была там, метров, наверное, 100. Уходила туда, вот вдоль этого здания банка или что там у нас. И все были подготовлены? Да, да, ну, большая часть. В основном все приходят, зная, что это за формат, и уже готовятся. Бывают, конечно, кто-то хочет проскочить там, типа в джинсах и на голом торсе, но мы такие попытки читерства пресекаем, да, и говорим, нет, едь домой, готовься. И самое главное, что многие едут и приезжают через час уже, ну, получше наряженные. подготовленные, да, они постоят там, посмотрят, как люди заходят, и такие, блин, да, мы не поняли, что это, ну, что надо готовиться, и потом возвращаются. Вот, и эти вечеринки, они особой атмосферой отличаются, и нам очень нравится, это наша любимая тема. Ну, можно сказать, что это квир-вечеринка. А что такое квир? Ну, квир Ну, как квир, раз самовыражение, да, можно вот сказать, максимально да. открытые. Я смотрел интервью со Стасом, Да. и Стас объяснял, что такое квир. В общем, да, похоже. Но это не Вот. гей-вечеринка. Это не гей-вечеринка, она не, а это это вот что- не, это для она не вс- это вечеринка относится для к всех? каким-либо там сексуальным меньшинствам, или это вот она относится ко всем сексуальным, ко всем, кто готов примерить на себя какой-то новый образ, для всех, кто хочет поиграть там или ну, попасть в среду. Ну, это особая атмосфера. Ну, это как условно. Есть там в Клоузере маскарад, вот там тоже не пускает без Да. каких-то там подготовок, каких-то Да. костюмов и так далее. Только Похоже. здесь квир, он Чуть-чуть по всему другой миру. формат, да. Да, он по всему миру И квир. Это... прикол в том, что когда люди готовятся и вкладывают в это какие-то усилия, то это очень сильно чувствуется. И когда все приходят подготовленные, все вложились, все потратили какое-то время на создание своего образа, ну, соответственно, больше ценность возникает этой тусовки и больше открытость друг на друга, потому что и другой такой же, он тоже подготовился, и тоже в теме, и тоже вложил в это какой-то кусок сил, и это очень, очень круто. Мне кажется, эти вечеринки, они самые такие честные. Какие-то откровенные, Ну, они искренние. самые энергетичные, вот я бы это Ну, так это применил. потому, что они, вот люди не стесняются и... Да, да. Но те, кто стесняется, те, как правило, ну, что-то не принимают. Они также могут осуждать других там, за какие-то проявления, когда ты сам не принимаешь в себе что-то, соответственно, ну, сложно принять это же в ком-то другом. И когда человек осуждает, он, по сути, немного там подъедает кайф, разрушает, вот, и, ну, осуждение, ну, я не говорю, что это плохо, но просто с этим надо работать. Вот мы и работаем. Поэтому эти люди, мне кажется, они или не приходят, или вы их не пускаете. Ну, те, которые не те, кто принимают. неподготовленных, мы не пускаем. Те, кто приходит подготовленные, не все принимают, но, по крайней мере, ну, мы пускаем. И они в этой среде расслабляются. Раскрывают. И начинают, да, более становиться гибче, что ли. Ну, на Вот. самом То есть деле это правильно. терапия, ну, это отчасти, ну, работа на более, наверное, как-то на принятие там друг друга. Это добавляет как бы душевности вообще в социум, ну, Ну да. я бы сказал. Вот. Поэтому я считаю, что это супер классно, ну, какое-то развитие, раскрепощение, ну, вот это людей делает добрее. Мне интересно твое мнение насчет вот ЛГБТ-движения и насколько в этом можно развернуться в рамках культуры звука. Я тебе, помнишь, в начале, в первом блоке интервью говорил, что у нас есть ценности у культуры звука. Вот одна из ценностей у нас есть толерантность. Это там описывается, что нам все равно какой ты, какого цвета кожи, расы, сексуальной ориентации, нам все равно. И мы принимаем там любых людей, вот, и не принимаем тех, кто это осуждает или ну, каким-либо образом выражает по этому поводу там, агрессию или недовольство. Вот. Поэтому вопрос был, как в рамках культуры звука живет ЛГБТ-сообщество. Да, у нас все отлично живут. А Вот. насчет того, что мы с тобой говорили про законы? Про законы. Ограничения есть определенные. Ограничения есть. У нас статья «Создание мест сводничества и разврата». Она довольно устаревшая и совершенно не конкретная. Она может быть трактована как угодно. И это действительно ограничивает какие-то проявления, которые, возможно, можно было бы больше разворачивать.
Вот, и я считаю, что эту статью необходимо точно трансформировать под современный лад, потому что она очень устарела, и там какие-то, она ссылается на какие-то там нормативные акты там, 1925 года, вот, и ну, учитывая, что Украина себя позиционирует как современное европейское государство, которое, наоборот, сейчас активно там укатывается от каких-то постсовковых там, ну, форм, вот, я думаю, что хорошо было бы, если бы кто-то из власти, из депутатов нашелся, кто бы, ну, захотел поработать над этим законопроектом. Потому что я вижу, там есть инициативы, вот Гарик Карагодский, он там выступил против там черных коллекторов, которые как-то бандитскими методами пытались давить на людей, вот, и он, ну, Гарик Карагодский, он же крутой и социальный человек, вот, он нашел способы и людей, которые там поработали Пролоббировали. и сделали, да, законопроект, который там запрещает им бандитские действия. Вот, ну, соответственно, нам нужен кто-то инициативный, может, тот же Гарик Карагодский, я, насколько видел его последнее интервью, ну, и вообще я за ним слежу и подписан, он очень крутой и продвинутый парень, вот, и, может быть, он поможет. Ну, то есть Нет, можно сказать, нужно- что этот закон, Ну, я считаю, что он необходим. Ну, типа, ну, необходимо, но ограничивает, ну, Он ограничивает свободу. Ну, ну, не только свободы. Понятное дело, что подполье, там, мы можем это делать, и, в принципе, вопросов нет, но все-таки ограничения есть Знаешь, определенно. Сталкивается общество с ограничением, связанным с этим законом. формулировка звучит таким образом, что такое разврат, это может быть там прикосновение. По большому счету это там, при определенных условиях можно трактовать как. Ну, да. Вот, поэтому Сильно не однозначно статья развернешься. должна быть как-то по-другому сформулирована. И ну, понятно, что никого не должны принуждать к чему-либо, но если у человека есть собственная воля как-то проявлять себя по отношению к другому человеку, у того есть согласие, то я считаю, что надо давать свободу в таком. Ну, возможность, да. Мгм. Давай еще поговорим про ваши вечеринки. Я насчитала несколько. Значит, Naked, Яма, Синта Найт и Синта Рум. Они связаны между собой. И на ковер. Так, ну Синтарум и на ковер были у нас всего по разику. Синтарум это было вот в рамках фестиваля План Б, это была дневная такая интерактивная выставка, даже двухдневная. А на ковер это был экспериментальный формат, когда мы совмещали интервью с музыкальным перформансом. Вот, и Синтонайт это регулярная вечеринка лайвов, только авторская музыка и живое исполнение. Naked мы тоже обсудили, а Яма это формат, он не в нашем клубе, это открытая вечеринка в центре города возле Харьковского театра оперы и балета. Сбоку там есть оркестровая яма, и начинали этот формат не мы. Там было кафе А7, Саша Кручин владел им, и он первый начал там делать небольшие вечериночки, они назывались «Диджей в оркестровой яме». Потом он закрыл кафе и перестал заниматься, я как года 3 назад ездил в Берлин и брал с собой Владика Буркуна, есть тоже Изи музыкант. Он был, кстати, на Puma Кэмпе на последнем. Вот. Это тоже наш харьковский классный музыкант. Он музыкант и диджей. Вот. И мы с ним ехали в Берлин и как-то начали про эту яму говорить, и он говорит, давай возобновим яму. Я говорю, супер, отличная идея, мы можем взять всю техническую часть, пойди договорись. Владик пошел, Саша ему дал контакт в театр, они дали разрешение, театру вообще респект, потому что Круто. да, они поддерживают такие проекты, считаю их в этом плане очень современными и Прогрессивными. прогрессивными, да. Вот, обычно какие-то государственные структуры не сильно относятся позитивно к каким-то проявлениям музыкальной культуры, тем более электронной. Вот. А Хатоп всегда давал нам разрешение. Вот мы делали там 3 года эту яму и никогда не сталкивались с какими-то препятствиями с их стороны. Они еще давали нам розетку, чтобы мы воткнулись и получали электричество. Круто. Вот. Да, и мы делали эти вечеринки под открытым небом по понедельникам с 8 до полуночи. Там нет жилых домов рядом, это выходит в парк и никому не мешает. И это, наверное, самые большие, на мой взгляд, самые громкие, самые большие вечеринки от культуры звука
ever, потому что они собирали там около 500 человек. Это были классные вообще по атмосфере, по энергии вот, события, и очень на них был большой отклик у города. Поэтому я думаю, что как только закончится запрет на массовые собрания, мы обязательно пойдем в Хатоп и попросим еще у них Продолжить. разрешение. Да. Продолжим, да, очень хотим. Скажи, пожалуйста, мне еще интересно спросить тебя об организации пространства. Вот я, допустим, когда увидела фотографии из вашего клуба, где у вас костер во дворе горит, тут вечеринка несется, и ты такой выходишь, открываешь дверь, заходишь во двор, а там типа елочка растет, костер горит, ковры лежат. Ну, то есть это максимально выглядит уютно и по-домашнему, и я не помню, где бы я еще такое видела, прям чтобы в формате клуба. Да-да. Это опять нам вернуться надо к ценностям, потому что у нас одна из ценностей, а у нас их 8. Одна из ценностей — дружелюбие. Вот, мы очень любим людей, и мы создаем условия, чтобы они знакомились друг с другом и общались, и создавали какие-то связи. Вот. И культура звука — это не только про музыку, это еще про людей, про связи, про коммуникацию, про общение. Вот. И эта зона с двором, она, в общем, создана для того, чтобы этот формат прорастал коммуникации. Вот. Я увидел, я тебе говорил, в Берлине, я в Берлине был в очень многих клубах, там почти во всех, можно сказать. Вот там был клуб «Шале», и я попал в него несколько лет назад, еще до культуры звука, за несколько лет до культуры звука. И мне очень понравилась там и организация самого пространства, где идет пати, и двор, там горели костры, и салон Вильдерената, в принципе, тоже похож, просто он чуть более масштабный. Вот. И когда ты, если хочешь, идешь на танцпол и слушаешь музыку или танцуешь, а когда хочешь, идешь на улицу и можешь с кем угодно там подсаживаться, общаться, коммуницировать. Это всегда очень круто, узнавать людей, кто и... С кем ты оказался на одной вечеринке? Да, там прям приходят, и они сначала на танцполе как-то взаимодействуют, выходят, видят знакомые уже лица, там, подходят и начинают общение, говорят: я, помнишь, там смотрел тебя на танцполе в глаза, it was a good moment, и все, и типа завязывается какое-то знакомство, какие-то переживания, эмоции. Вот, поэтому история со двором очень крутая, и есть определенный какой-то сегмент аудитории, которые приходят чисто на костер. Они не тусуются внутри практически. Они говорят: мы пришли там на костре посидеть, и они там садятся, типа, и целую ночь там пьют коктейли, крутят там самокрутки, болтают друг с другом, обсуждают совершенно разные вещи, там, от науки до истории, там, философию. Это место коммуникации. Да, причем темы очень всегда интересные, и, не всегда, но понятно, да. но часто. То есть ты доволен вашей аудиторией? Да, я считаю, вообще, я их очень люблю. У нас аудитория супер. Я согласна. Да, ты же с Димой Психом общалась уже сегодня. Вот, он не пускает, да, тех, кто плохо себя ведет. Вот, соответственно, все вежливые. Понятное дело, что бывают какие-то залетные. Бывают инциденты, да, когда кто-то там, у кого-то возникнут там эмоции. Но это так редко, и, как правило, никогда не было у нас там какой-то драки или что-то подобного. В основном у нас все люди очень порядочные. Ты говоришь, вот уже 3 раза упомянул о ценностях, может, даже больше. Можешь их перечислить уже, наконец? Да, я вот те, что говорил, это любовь к экспериментам. Потом у нас есть ценность, экспертность, что если мы за что-то беремся, то всегда тот, кто ответственно, старается разбираться в этом максимально глубоко, да, быть экспертом в области. Если это там создание акустических там каких-то систем, то это техническая часть, там видеопродакшн, это там все по видео, толерантность, дружелюбие. Потом у нас есть еще ценность гедонизм. Она заключается в том, что мы стараемся делать то, что нам нравится, и не делать то, что не нравится. Вот, всегда исходить из лежит душа к чему-то или нет. Это как определяющий фактор в направлении движения. И вообще, наверное,
по жизни очень хорошо быть чутким к собственным желаниям. Там, и желание для меня это вообще компас к тому, в какую сторону надо двигаться, и компас к развитию, в общем-то. Ну, чего ты Ра- хочешь от жизни, собственно? Да, развитие у нас тоже есть такая ценность. Развитие в контексте не экспертности, знания какой-то темы, а развитие себя как личности, своей души. Вот, во всех сферах жизни. Там, и это касается, в принципе, каждого члена команды. Хорошо, когда человек развивается и разносторонне развит. Вот, есть у нас ценность эстетизм. Мы не любим нагромождение деталей, любим простоту и уют. Вот, и стараемся это в любом создаваемом нами пространстве использовать. Потом у нас есть ценность современность. Вот, это ее смысл в том, что мы всегда смотрим по сторонам и следим, что вообще появляется в мире, общаемся с новыми людьми, которые появляются там в нашей отрасли или вообще вокруг с молодежью, там, тем, кому 18-20, мы смотрим вообще, что у них за ценности, чем они живут, интересуемся этим и, соответственно, там, принимаем уже решения на основании там, широты наших уже взглядов и информации. Вот. Наверное, все. Да, Ну, я так понимаю, что современность. эти ценности резонируют с твоими принципами, вообще видением твоей Да. жизни. Однозначно, да. Ну и все их принимают, те, кто в команде. И все решения, и все действия мы стараемся принимать, если все ценности совпадают. Ну и ничего, нет противоречий никаких. Вот. В этом есть и простота в принятии решений возникает, потому что очевидно, что если что-то не вкладывается в эту историю, то нам и делать это не нужно. Вот. Соответственно, и дела, которые мы делаем, они соответствуют всем этим ценностям, и это тоже классно. Мне интересна ценность про развитие. Да. Мне, я понимаю, что вот мне бы интересно было поговорить про духовное развитие твое. Ведь каждый из нас в какой-то момент в своего взросления доходим до того, что нам чего-то начинает не хватать, и вот как будто бы каким бы ты успешным ни был, как бы все бы мне было хорошо, все равно чего-то не хватает. Однозначно, да. Когда у тебя это произошло, и что ты, каково твое развитие в этом? У меня произошло это в 2009-м, у Светы в 2008-м мы начали заниматься йогой, и это наш путь. Вот, мы в Украинской Федерации йоги, это наша школа, и мы вот уже там больше 10 лет занимаемся. Вот. Это комплексный подход, который не только там на тело, а на какие-то знания, управление, контроль своих эмоций, какие-то здравые размышления и наблюдения за собой. Вот. А какие еще, может быть, ретриты или вообще что было в твоей жизни? Ой, у меня ж любовь к экспериментам. Я пробовал много чего. Пробовал випассану, там, пробовал айаваски, ретриты, там, практики молчания или там, мне даже сложно, знаешь, что-то там представить, что есть прям вот в открытом доступе, я не пробовал, много чего пробовал. Вот, я люблю экспериментировать. Мне всегда было любопытно, вот, и Света такая же, и во многом там и она к чему-то подталкивала, там, подводила, и мы пробовали какие-то там практики, и, это так по жизни нас сопровождает такая. А по физической форме вообще, помимо йоги, что еще? По физической форме бегать хорошо. Бегать хорошо. Да, я недавно смотрел лекцию Аси Казанцевой, она популяризатор науки, и она говорила о прямой взаимосвязи между аэробной нагрузкой и мозгом, и это полезно. От того, что ты бегаешь, ты лучше соображаешь. Вот. Бегаешь в плане активной какой-то двигательной истории. Вот, не обязательно прям бегать, можно играть во что-то, там, в футбол или, не знаю, в теннис. Вот, аэробная нагрузка. Вот, все, можно еще делать какой-то воркаут или что-нибудь такое. Это вот чем я занимаюсь, в общем-то. Стараюсь делать это каждый день.
А возвращаясь к теме развития, мне еще интересно, а не планируете ли вы, не думали сделать какую-то образовательную программу для всех желающих? Не на основе как школа, а вот, Мгм. допустим, устраивать какие-то лекции или какие-то там, допустим, было бы классно, там какие-то мероприятия там для подростков или даже детей, вот что-то вот такого. Ну, мы не делали. думали? Мы, пока был карантин, мы делали лекции по философии, лекции там от людей, которые изучают какие-то, ну, у нас был Руслан Кулешов, который там давал какие-то информационные лекции, допустим, архетипе Трикстера, вот, из разных культур. Вот. Был Шильман, это преподаватель философии из нашего университета, он про стоиков рассказывал. Мы делали образовательные программы, нам это нравится. А связанные с музыкой? Связанные с музыкой образовательные. Так. Ну, вот те же самые, допустим, там лекции, история, там, не знаю, Делали. Детройт Техно, Делали. там. У нас Рома Монотроник делал образовательные лекции по музыкальным жанрам, по Мгм. истории возникновения музыки в разных жанрах. Вот, и приходили ребята, там не сильно они были посещаемы, но тем не менее. Вот, были открытые лекции, были лекции по... Ну, я как-то летом делал лекцию о моих любимых местах в Берлине, вот, Мгм. потому что я там часто бывал. Вот, о клубах и каких-то прикольных локациях. Вот. То есть мы стараемся, ну, нам нравится создавать какие-то интересные образовательные проекты. Ну да, мне кажется, это важно, Мгм. собственно, потому что у вас тоже аудитория все равно меняется, новые приходят, кто-то взрослеет и уходит, и это постоянная ротация. И если это делать в стабильном каком-то графике, то это сможет ну, благоприятно повлиять на культуру, Да, тем развитие более мы в выбираем городе. темы, которые нам интересны, и, соответственно, там этой темой, это сеем, короче, эти зерна в нашу аудиторию. Вот, наша аудитория у нас классная, она быстро подхватывает, и ну, ей интересно, потому что приходит очень много людей на такие мероприятия. Там на лекции по философии реально мест не хватало в нашем Класс. клубе, да. Скажи, пожалуйста, чего тебе не хватает в Украине с точки зрения культуры, и что бы ты хотел изменить в своем городе, в Харькове? Не знаю, мне не хватает образованности, что ли, повсеместной. Вот люди как-то узко порой смотрят, и они, многие смотрят телевизор формирует свою повестку, исходя из там каких-то целей не развития, а более каких-то политических там или еще целей создать себе какой-то электорат от определенных сил. И это, ну, хорошо, что мы, ну, я считаю, что это очень круто. Ну, не круто, конечно, что так это все болезненно произошло в 2014, но очень круто, что мы все-таки отдаляемся от России. Она отдаляется в какую-то пропасть, ну, это мое мнение. Вот. И то, что мы от нее укатились, это очень, ну, позитивный для Украины шаг. Осталось только теперь не просрать это, а все-таки взрастить в что-то, ну, более прогрессивное. Ну, вот, и чего не хватает, вот образованности не хватает. А в Харькове что бы ты хотела, Что бы я хотел сделать в Харькове? изменить, сделать? Не знаю, ну, на самом деле много чего, и начиная от какой-то эстетической составляющей города, там, заканчивая, ну, не знаю, я думаю, что хорошо было бы как-то привлекать более компетентных людей к вопросам, к примеру, культурной политики города, вот, потому что, ну, мне кажется, что то, что происходит от власти, ну, в плане культурных событий, оно как-то, ну, устарело, и можно гораздо более эффективно и более интересно, ну, создавать какие-то события. Вот, потому что все крутые какие-то фестивали или ивенты в городе, они не государственные, а коммерческие или спонсорские от грантов каких-то. Мгм. Вот, и есть большая, ну, куча инициативных и понимающих в этом хорошо людей, но их не привлекают к управлению городом, ну, я даже не знаю, кто управляет. Вот, то есть тут такие штуки я бы, ну, Изменения. да, я бы хотел, чтобы участвовали в этой повестке более, ну, продвинутые люди. А если бы ты был, допустим, общественным деятелем, то
А кем бы ты был в этом случае? И, ну, может, что ты умеешь делать хорошо в таком вот... Да формате? все я умею делать хорошо, я умею хорошо организовывать процессы, я умею хорошо работать с проектами, умею хорошо организовывать людей. И, кем бы я был? Мэром. Класс! Нет, Блин, серьезно, вообще. ну, уверен, что у меня хватит компетенции. Супер, все. Идем на выборы, ребята. Да. Скажи, пожалуйста, если бы у тебя была золотая рыбка с Да. одним желанием, какое бы желание это было? Вообще, вот от сердца. Не оглядываясь на то, что ты делаешь, что у тебя есть и так далее. Вот просто вот, чего ты хочешь Одно больше всего? желание. Да, честных политиков в Украине. Блин, классно. Да. Ну, мне просто, ну, на самом деле, материального особо ничего не надо. Вот, жить вечно тоже, мне кажется, скучно. Я вполне себе довольствуюсь Готова умереть. теорией перерождения душ. Да. Вот. Ну, сделать что-то для общества было бы классно. А вот для Украины вообще супер. Я Украину очень люблю, это моя родная страна. И мне, ну, вот такой вот, ну, шаг было б супер. Я тоже так считаю. Потому что я читала, кстати, в одном из интервью о том, что ты сказала, что я хочу быть полезным обществу, и это как раз твой ответ очень сильно Ну, честных, знаешь, да, я сказал откликается. честных, типа, ну, наверняка есть и честные, просто, что все равно очень многие принятия решений строятся исходя из каких-то личных выгод и Соображений, да, и соображений каких-то, ну, улучшения там жизни какого-то узкого круга людей, вот, и мало кто думает Глобально. о людях, которые живут в этой стране, да, и, соответственно, ну, нужно просто чуть-чуть как бы умерить, наверное, свои аппетиты, ну и все. Ну почему? Мне кажется, желать честных политиков это вполне реально. Да. Это если бы просто каждый из политиков относился к своей работе, как вот если бы он свою жизнь строил. Если бы они, эти люди, просто делали для себя. Как вы делаете клуб для себя, вы же его обустраиваете как-то да. вот и как бы делаете для себя в первую очередь, а потом приходят к вам люди и понимаешь, что, блин, классно, и приходят все больше и чаще, и уважают Да. вас и так далее. Да. Мне У кажется, нас это людей тоже... не сильно уважают, вот в этом проблема. Ну, иногда странно даже смотреть, знаешь, когда там из власти идет посыл, что сейчас локдаун, там, и всем сидеть дома или там не ходить, не организовывать никакие мероприятия, потом кто-то из власти, причем высший, там, делает какую-то, закатывает вечеринку с салютом, там, именно в тот же момент, когда, ну, такой посыл идет оттуда, типа. И при этом, когда его палят, он говорит: да нет, типа, вы перепутали, там, все было не так, это не мы. Вот, ну, и, типа, это выглядит как, ну, такое неуважение, знаешь, ко мне, вот, в частности, или к людям, которые, ну, ну, не то, что терпят, они принимают Вынуждены, эти да. ограничения, они как бы стараются доверять, хотя уровень доверия у нас, ну, явно какой-то супер низкий. Вот, но они еще это доверие еще снижают, когда нужно, наоборот, повышать своими действиями. Ну, в общем, да, вот моя рыбка порешает. Ну хорошо, мы переходим к моей любимой рубрике. Да, тут мне напечатали фотографии прям в широком формате, знаешь. Вот, Ну, кстати, много? первое интересное. Кстати, знаешь, я тебя что хотела спросить? О коллективном творчестве. Мне рассказывали о том, что ребята сделали какой-то суперклип Да, на на день день рождения. Мгм. Тебе на день рождения. Да, мне на день рождения в этом году Блин, я сделали его не клип. увидела, я пыталась найти ссылку. И- А что, нет на Ютубе, да? Нет Э, Должен быть. Он должен быть, я не знаю, как он называется, я хотела Ладно, спросить я тебя Олю, но сброшу забыла. потом. Да, и мне прям кажется, Да. что Это- это когда вся команда собралась и сделала песню с днем рождения. Вообще, это... И каждый играет на своем там был инструменте. Да, синт-поп, типа стиль, это, ну, мне кажется, вообще то, что у Зайца внутри, вот, и Заяц был, он музыку написал, они придумали с Ольгой слова, и все ребята поучаствовали, там, каждый на своем месте, вот, это был супер бенд. Круто, Вот, круто. да, Но я да, такого ну, не видела, не слышала, так что... Писали в комментариях, когда концерт. Серьезно, это было круто, очень выглядит. Сегодня родился Боб из Черкас. Боб Валентинов, Боб Валентинов, Боб Валентинов, Боб. Ну вот, собственно, наверное, это фотография из какой-то вашей общей поездки. Это наш корпоратив. Мы на байдарочках ходили в июле прошлого года, да. Это вот наши, ну, команда наша и частично друзья близкие. Вот. Как часто вы устраиваете корпоративы? Ну, я бы ответил каждый год. Ну, надеюсь, не ошибусь. Стабильно. Стабильно, да.
Здорово. Да. Но это важно. Мы любим тусоваться вместе, да. Ну и не только в клубе. Не только, да. Вот очень смешная фотография. А это мой бар «Зодиак», да. Это твой бар, в смысле тот, который Да, вы... тот, который мы просрали. Да, это мой друг Женя Кузьмин. Вот мы с ним, это мой бизнес-партнер по бару. Это такой еще зеленый. Ну, это мне 18 или 19 лет, да. Видела, у меня дискошар, смотри, какой. Да, это, ну, он там висел. То есть уже был какой-то сигнал, знак, что О. чувак, я Да, дискошар. сигналы постоянно, да. Начиная от этого бара, заканчивая тем моментом, про который я говорил, что я там начал скучать и тусоваться в в среде тусовщиков, вот, и то есть все время, ну, если быть внимательным, то жизнь как бы направляет тебя, куда идти, вот, ну, с баром, видишь, чуть бывает кривовато, но зато я потом, знаешь, что мне это дало? Что надо считать, вот. Научиться считать. Да, надо научиться считать и всегда считать, что происходит. Вот, если ты делаешь какое-то дело и не считаешь, то, в принципе, очень сложно там его удержать, ну, особенно если это какой-то проект типа бара или клуба. Развивать, да. Да, очень важно считать. Поэтому мы сейчас уделяем, ну, всегда уделяли и сейчас уделяем хорошее внимание учету. Типа у нас там все четенько, да, правильно. везде проводки, там купили, продали, там деньги, все в кассы, все числится. Даже оборудование, которое везде находится, тоже числится. Мне кажется, что эта фоточка очень душевная. Мне показалось, потому что она мне напомнила мою жизнь в деревне. Это какая-то ваша... Вот ты вот буквально в уголке. Это О, же ты. слушай, это 2012 год, когда был чемпионат Европы в Украине. А я тогда... У тебя куча фотографий, кстати, с этого периода. Да, я тогда открыл каучсерфинг для гостей. Знаешь, каучсерфинг — это когда ты либо вписываешься бесплатно куда-то, либо предоставляешь свое жилище для тех, кто приезжает. И, ну, у нас же, как в Украине, 2012 год, чемпионат Европы, и все захотели заработать на приезжих. Цены там были супер высокие на жилье, и мы открыли каучсерфинг, и тогда за период, там у нас в Харькове было 3 игры. И мы вписали, вот 10 дней у нас все время кто-то жил. Это вот чувак Кайл, он из Портленда, из Америки, он приехал на чемпионат специально вот этот. И 2 мексиканца, они жили у моего друга, он тоже каучсерфингом занимался. Ну, еще у меня жили тогда белорусы, немец там один, в общем, еще один американец жил. Ну, им повезло. Им повезло, вообще мы круто тусовались, и я сходил на все игры, и с ними гуляли, вот, это... Подружились? Ну, я не поддерживаю с ними отношения, но было где-то весело. они в френдах висят. Класс. Вот это, мне кажется, тоже с того же периода, да? Это тоже, да, это тоже где-то в Харькове и чемпионат Европы. А кто это? Не знаю. Может быть, знаю. Андрей. Вот вы все на голом торсе, мне понравилось. Все на голом Чтоб торсе, все на да, вечеринке да, так да, ходили. Да, это вот все эти, как это, которые вписывались у нас в каучсерфинге, чуваки, 2 американца. Джордж, Кайл. Я когда выбирала фотографии, я же не знала историю их, и только сейчас Да, я это вижу, мой что они одноклассник. взаимосвязаны. Это мой одноклассник Денис, он, ну, я с ним часто пересекаюсь. Вот мне кажется, что эта фотография связана со спортом. Я не рассказывал эту историю, это тоже бар, White Bar. Я в 2015 году прожил почти весь год в Алмате. Вот, когда у нас тут случилась война, и были такие перебои с бизнесом, я уехал в Алмату, и мы там... Ну, Это был 14 это 14 год, да, вот или весь 14 или весь 15. По-моему, в 14 у нас случилась эта засада, и в 15 я уехал, и весь 15 год я прожил в Алмате. Это мой алматинский бро Гена Зеленский, классный чувак, вот такой. Вот, он из Днепра. И с Геной, и еще с нами был Ваня Вороненко, который сейчас, кстати, работает фейс-контрольщиком на Кирилловской. Он тоже в Алмате приехал ко мне работать. И мы тогда сделали White Bar, и в единственном более-менее классном месте в Алмате там есть проект «Взлетная». Это такой, они делают классные вечеринки техно и электронной музыки. И мы у них на вечеринках в White Bar продавали неалкогольные напитки. Чай, пуэрчик, вот, и тусовались.
Блин, я почему-то была уверена, что этот период... Мне вообще казалось, что ты какие-то забеги там бегал, марафоны, я не знаю, нет? Никогда не бегал марафоны вообще. Забавно. Да, Ну, да. тут, наверное, твои пробы поиграть... А это вот то ли первая, то ли какая-то вторая вечеринка в клубе «Двор». Да, меня уже тогда Заяц там с Денисом научили играть с Ableton на диджей-сеты, и там у меня были типа Какие-то супер дополнительные дорожки, девайсы. да, ну там контроллер, чтобы треки переключать, чтобы это было более разнообразно, был процессор, вот, потом там я когда-то подключал драм-машину, еще делал отдельные дорожки там ударных, ну в общем делал такое типа в виде перформанса. На сидюках я тогда еще сводить не учился, но Ableton, вот Заяц меня учил еще до культуры звука, и поэтому я там в Ableton шарил. То есть твой путь начался с Ableton, потом Да. CD-проигрывателя, а Да. пластинки ты Ну, играешь? вот сейчас играю пластинки. Сейчас Сейчас только? играю только Учитывая то, пластинки. что ты открыл виниловый магазин еще 4 года назад. Я пластинки пластинок? научился играть, наверное, год назад. Вот меня Слава Компонент учил с Женей Курила. И сейчас уже более-менее получается. Это очень смешно. Ты тут очень милый. Это байдарки. Да. В этой шапочке. такой. Asia Style. Да, классная панама, кстати, вообще супер. Ну, удобно, да, согласна. У меня такая во Вьетнаме была. О, это тоже забавный момент. Это Казантип. Да. Это Казантип. По первый, наверное, да? Не первый. Не первый. Это, возможно, мой второй. Я не помню, что это за Z18. Это, возможно, 2007 год, может быть. Я не помню. Ну да, смотри, какой это тусовщик. Очки смешные. Да. А тут тебя застали в таком моменте, ты рыбачишь? Слушай, ну это еще школа. Эта фотка, нет, я не рыбачу, я это так... Это ты взял удочку сфотографироваться? Не, ну тогда рыбачил. Ну тогда это были школьные годы. У меня, ну я жил в Черкасах, у родителей дача 30 километров от Черкаса. Черкасская область — это в основном сосновые леса и очень красивая, и Днепр. Вот. Ну, конечно, когда ты живешь в сосновом лесу на реке, не рыбачить очень сложно. Вот. Тем более, когда ну, ты живешь в Черкасах еще. Ну да. Вот. Но эта фотка еще интересна тем, короче, что это первая моя дейтинг-фотка, короче, которую я отправил девочке. Тогда не было вообще сайтов знакомств, типа 98-й год, наверное. Вот. И тогда знакомства были или там Васьки, или была такая штука Галачат. Вот. И в Галачате у меня была подружка с никнеймом Полосочка из Киева. Вот. И фотки тогда, ну, не было цифры. И вот я такую вот эту фотку отправил письмом, знаешь. Серьезно? Да, она мне Класс. прислала свою фотку письмом. Вот. Но что-то потом связь пропала. Вот. Ну, это точно помню, что эта фотка Очень мило, что вы по участвовала почте. в дейтинг-движе, да. Вот ты, собственно, с гитарочкой. Да, это гитара. Ну, это уже... Это, наверное, год 97-й, и я еще в школе учился. Это я приезжал к брату моему гостить в Харьков. Это мне 16 лет исполнилось, 100%. Это мне 16 лет, и мне папа подарил гитару. Вот, я просил электрогитару, и я приехал в Харьков купить гитару. Круто. И вот я купил гитару, это комната, где жил мой брат в общежитии. Вот. Я потом жил какой-то, по-моему, первый год тоже вот в общаге. Был счастлив, да? Ну, да. Так, ну это, наверное, с того же периода Казантипа, тот же год. Это да, Тот это же вот год. Казантип, да, какой-то там Мгм. изначальных. Ну, тут тоже ты играешь, Это типа, тут где-то ты играешь. Да, это в Камалае играю тоже саблика. Ну и последняя фотография, мне кажется, она касается твоего увлечения, которое ну, недооцененное и такое, о котором мы еще не говорили. Да. Ты увлекаешься да. фотографией? Я увлекаюсь Какой фотографией, в последнее время довольно активно. Да? Да. А какой у тебя аппарат? Я снимаю на FAT 5. Вот, у меня был FAT еще у родителей был FAT, и вот я на него и снимаю. Там я что-то, по-моему, шторки какие-то обновил. Вот, и сейчас снимаю довольно много. Вот я приехал с Бали, у меня было 6 пленок. Я там отснял. Сейчас снимаю там эстетику тела, вот такие, короче, штуки. Может класс. быть, когда-нибудь там покажу вот эти Супер. фотки. Я так выкладываю в Инстаграм, но так вообще редко. Делай чаще Инстаграм? селф-портреты. Как часто? Селф-портреты, Да, потому хорошо. что многие художники забывают Окей. это делать, и потом хочется, чтобы сохранялась история о том, на каком-то этапе, в каком Так, ну я тоже какой период подготовился находится. с фотками. Сейчас тебе
Покажу, а ты мне скажешь, что это такое. Да ладно, Хорошо? ты серьезно? Да. Это, Ну, это, у меня- это запрещенный прием. Ну, можно? У меня небольшое многообразие, но, короче, это все одна серия. Держи. Блин. Слушай, У тебя таких нет, я думаю. да, но это же все один период. Это период... Это я рассказывал про мою первую поездку Казантипу, в 2006 2006 году на Да. Казан, короче, и я ездил с друзьями. У моего друга был фотоаппарат, и он, короче, наснимал тебя где-то, поймал Блин, это тебя. он меня поймал, да, он на тебя мосту. Он тебя поймал и наснимал. Вот, я разгребал фотки свои, короче, и нашел, да, кучу Да, это я твоих играла на фоток. Да. «Медузе». Ну, это все вот Саня Горкушин снимал. Боже, какая Я с ним худая. тогда в Таргете работал. И, ну, вообще, класс. Супер, спасибо большое. Неожиданно. Ну, я думаю, подумал, У меня что нет, это. да, таких фотографий. Они есть в интернете, я их периодически вижу, но Мгм. я очень люблю распечатанные фотографии. Мгм. Мне кажется, что Ну, вот. печатные альбомы, когда ты просто можешь взять его с полки как книжку Ну, и не просто благодарю. полистать, это очень классно. Я тебе желаю развиваться в фотографии, потому что это очень классное увлечение. Я сама знаю, у меня папа фотограф, и мне очень жаль, что вот я выросла, ушла, как бы, ну, там, уехала из дома, и меня больше так никто не снимает, как он это делал. Мгм. Поэтому фотографирую друзей, команду, Да, хорошо, жену. я буду чаще выкладывать в Инстаграм Давай. после А, твоего этого. Спасибо тебе напутствия. большое. У вас очень душевная Тебе организация, спасибо. да. И я желаю вам классных корпоративов, потому что это важно. Я бы хотела, чтобы вот это было прям традицией вашей, как ты мне подтвердил, мне было интересно тебя об этом спросить. Вот, коллективного творчества вам и мощнейшего развития, чтобы все было вовремя, классно, и чтобы ваша польза была просто колоссальной для этого города и для украинской культуры в целом. Ой, спасибо, Настя. Тебе спасибо, что ты вообще поддерживаешь музыкантов, проекты и все это движение в Украине. Супер. Я тебе тоже Спасибо. благодарен. Ну что, ребята, спасибо большое вам за то, что вы смотрели. Надеюсь, вам было интересно. Ну, по крайней мере, мне было очень интересно. И я очень много нового сегодня узнала от ребят. Поняла, как устроена их организация и формация. Вот. Очевидно, что каждый на своем месте. И я бы хотела, чтобы таких мест и таких команд было бы больше в Украине, поскольку это и есть ключевой момент в развитии культуры. Когда ты делаешь от души, ты находишься на своем эффективном месте и ну, работаешь, даже не работаешь, а просто живешь этим. Вот. Я надеюсь, мы увидимся, и надеюсь, что это не последний сезон. Надеюсь, что вы разгадали все пластинки, я их обязательно разыграю сразу после выхода этого эфира. Спасибо огромное Балантайн за то, что поддержали эти еще 5 выпусков. Ну и вообще всем, кто поддержал, кто раскритиковал, кто прокомментировал, расширил и так далее, поскольку это единственный способ популяризировать то, что делаю я и ребята, у которых я беру интервью. Спасибо, до свидания, с любовью. Пока.